Сколько единиц российской военной техники вы уничтожили и на какую сумму? Танки, БТРы, Буки, Торы, все, что шевелится и не шевелится. Общее количество техники больше, чем 55 тысяч. Это на сегодня где-то 12 миллиардов 500 с лишним миллионов долларов. Вы тихонько сказали со своего места: если начнется война, я в первый же день пойду на фронт. Вот мне нравятся эти пи***ны. У него 5 детей, он мультимиллионер, он пойдет на фронт. Там такие очереди стояли, просто неимоверные. Никому не записывали, кто ты, что ты. Ну, там такой был журнальчик, как тебя зовут, там, типа, Паша, как бы, вот тебе автомат. Мы все понимали, что, где-то проживем там до 2 недель, условно говоря. Каждый хотел разменять свою жизнь на жизнь 3 противников. Путин сдох. Американцы дали что-то, мы нажали на кнопки, и это что-то Россию снесло нахрен. Мы стали бить беспощадно технику врага. Вот прямо отсюда. Из центра Киева, давайте я скажу. БПИГ. Я думаю, как можно оскорбить такое красивое современное изделие создание, да? Баба-Ягой? Но потом я понимаю, что у этих людей в голове вот Баба-Яга. По перехватам шло постоянно: дрон украл солдата, солдат пропал. И там такие легенды ходили. Такие очкарики, ботаники. Но никогда не скажешь, что вот эти мальчики и девочки убивают сотни, тысячи российских танков и прочей техники, и тысячи, десятки тысяч живой силы. Один парень у нас есть, я думаю, в мировом чемпионате номер 1 по подбитию танков. У него 124 танка персонально подбитых. Я его спросил: а сколько вы уничтожили русских? Он говорит: я лично, 300 человек. После паузы говорит: за месяц. То, что касается убийства, я всегда против убийства. Был, есть и буду. Убийство мне не доставляет удовольствия. Вот ровно до границ 91 года, все, что будет происходить на украинской территории, я буду принимать участие и освобождать эту территорию. Пойду ли я дальше, если возникнут обстоятельства, я не знаю. Павел Елизаров, позывной «Лазарь». Родился 12 октября 1968 года в Кишиневе. Украинский бизнесмен, много лет был продюсером ток-шоу Савика Шустера. С первого дня полномасштабного вторжения защищает Украину с оружием в руках. Созданное им подразделение «Лазарь» является лидером по количеству уничтоженной техники вооруженных сил России. Под руководством Елизарова уничтожено более 2000 российских танков и более 3000 БМП. Всего более 55 тысяч пораженных целей стоимостью более 12,5 миллиардов долларов. Женат, имеет 3 сыновей и 2 дочери. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде чем мы начнем это интервью, я хочу вас познакомить с моим сегодняшним героем, чтобы вы понимали, кто сидит в кресле передо мной. Это Павел Елизаров, один из самых больших героев украинско-российской войны, самый главный убийца российской военной техники. Убийца российской военной техники номер 1. Чтобы я не был голословным, скажите, пожалуйста, сколько единиц российской военной техники вы уничтожили и на какую сумму? Такой дорогостоящий, там больше, чем 24 тысячи. Общее количество... Это танки, БТРы? Танки, БТРы, Буки, Торы, все, что шевелится и не шевелится. Общее количество техники больше, чем 55 тысяч, а техники, которая вот такая дорогостоящая, 24 тысячи. Это на сегодня это где-то 12 миллиардов 500 с лишним миллионов долларов. То есть на 12,5 миллиардов долларов вы нанесли ущерб российской военной машине? Да, отправили по назначению. Сколько танков конкретно вы уничтожили, вы считали? Наша группа уничтожила на данный момент где-то 2100 танков, около этого. Сколько всего у России было танков? Там разные оценки. Я не могу сказать, не очень сильно разнятся и по-разному оценивают. Примерно, в среднем мы можем сказать? Я думаю, активно у них было задействовано в районе 10 тысяч, я думаю, так где-то задействовано. То есть можно ли сказать, что каждый 5-й уничтоженный российский танк на вашей совести?
Ну, да, я думаю, что да. Можно, может быть, даже чуть больше. Мгм. Вы знаете, прежде чем мы начнем с вами разговор о главном, я бы хотел немножко поговорить о вас, потому что широкой зрительской аудитории ваше имя неизвестно, и вы очень мало появлялись на экране только в силу своей предыдущей профессии. Где вы родились? Где вы росли? Кишинев, Молдавия. Солнечный город. А родители жили в Кишиневе, и вы там появились на свет. Родители мои родились на Урале. После институтов по распределению попали в Кишинев. Там они познакомились, и там я родился. У меня birthplace Кишинев. Стесняюсь спросить, вы по национальности русский? Да. Стесняюсь ответить, да. Да, не стесняюсь, да. А чем занимались родители? Мама бухгалтер, папа замдиректора одного из больших предприятий в Кишиневе был. Так? Кишинев 70-х, 80-х годов был вообще потрясающим городом. Я его застал, я это помню. Тепло, прекрасно, замечательные душевные люди. Какое-то все такое домашнее, родное, такое, ну, продолжение Одессы своеобразное. Да. Вам что запомнилось в вашем кишиневском детстве? Ну, у меня самые теплые воспоминания. В Кишиневе на самом деле прожил до 27 лет. И Кишинев — это такой своего, наверное, в Советском Союзе был рай на земле, один из очагов рая на земле, потому что там всегда вкусно, весело. Вино, мамалыга. Фрукты, овощи, все, как это наши знакомые говорили, друзей на юге не теряют. Поэтому все наши знакомые родственники, которые жили гораздо севернее, они всегда приезжали каждый год к нам в гости, потому что это было место для них, где они действительно ощущали вкус жизни. Вот. Кишинев — это в том числе был индустриальный на самом деле город. Когда я учился там в техникуме, после института я работал на заводе. Таких заводов, у нас на заводе было 10 тысяч сотрудников на заводе, и счетмаш, мы производили там технику для космических кораблей, и первые вот эти персональные электронно-вычислительные машины ЕС-1840 делались у нас на заводе. Таких заводов было 10. Был большой телевизионный завод, телевизор Альфа выпускал, Мизон, виброприбор, двигателя делали. Кстати, рядом был завод, на котором производили оптоволокно. Сейчас очень популярная в современной войне. Так вот, в 1986 году в Кишиневе производили оптоволокно. И мы тогда не понимали его назначения, зачем это нужно, но использовали в этих музыкальных шариках такие там отходы оптоволокна, их втыкали в специальную, там, условно говоря, устройство, а снизу крутилось цветное стеклышко, и снизу лампочка. И вот этот шарик весь, который сверху, он переливался разными цветами. И это был top of the top. Вот так были использовали оптоволокно больше 30 лет назад. Для меня Кишинев тех лет — это прежде всего издательство художественной литературы «Картия Молдаваняска», где печатали книги, которых никто больше не издавал в Советском Союзе, от Булгакова и так далее, до Мандельштама. Это была плохая бумага, но очень дефицитно было. И кондитерская фабрика «Букурия», где тогда изготавливали конфеты вишня в шоколаде, черешня в шоколаде и виноград в шоколаде. Такого тоже нигде больше не было, кроме Кишинева. Согласен, все это дополнял белый аист. О, белый аист. Да, белый аист. Да, согласен. Такие же воспоминания хорошие. Вы закончили техникум после школы? Да. Какой? Электромеханические. Так. Потом был завод. Производство электронных и электрических средств автоматизации. До сих пор помню сложное название моей специальности. Мне очень нравилось. Хорошая специальность. Потом был завод. После техникума я закончил с отличием и без экзаменов поступил в институт сразу на первый курс. Какой? Кишиневский, политех. Вот. И там мне за 2 месяца стало скучно в октябре, потому что все мои друзья пошли в армию и писали оттуда письма, всякие разные героические фотографии. И я написал заявление и взял академ и пошел в армию, получается. И в том призыве осеннем, это 88 год, я вот как раз попал уже в конце, когда мои уже прослужили практически по какому-то количеству времени, я так декабрьским заездом оказался в армии. То есть вы советскую армию застали? Да, конечно, я прошел Какие учебку. войска? ВВС. Так, учебка.
учебка 6 месяцев, это Где? МиГ-23-27, Северный Кавказ. А потом в полк попал. В каком там, месте? Тоже там район Северного Кавказа, да. После армии вы пришли домой. В армии тоже было чудо, потому что Михаил Сергеевич Горбачев решил, что студентов надо из армии отправить, и он издал указ всех студентов вернуть. И я в результате послужил ровно годик, потому что полгода в учебке, полгода в войсках. И, в принципе, я уже понял про армию все, что надо было понять. Мне уже там стало на самом деле очень скучно. И тут Горбачев говорит, всех студентов вернуть, а я же был студентом. Бляха-муха, я служил с 86 по 88, и он тогда не издал этот указ. Да, Дмитрий Ильич, и все мои друзья сказали, только ты со своим счастьем можешь пойти нас позже, уйти на 3 месяца, пока ты думал, надо ли тебе идти в армию, и прийти на полгода раньше, то есть из армии. Так получилось, но тем не менее так было. Все. Пришли домой. Пришел домой. Тут другая жизнь уже. Да, другая жизнь. Там понял, что электрофизика уже, наверное, не то, что я хочу заниматься. Заводы это уже стали там подгибаться в этот момент. Вот. И я пошел работать на завод и поступил в Одесский политех на экономический. Там я уже пошел, сдал экзамены, потому что непрофильная специальность была, получается, и стал учиться в Одессе на заочном и работать на заводе. То есть вы Одесский политех закончили? Я закончил там 3 курса, потом взял академ, потом перевелся в Киевский политех, потому что там тоже такая история была, когда я 3 курса закончил, мы к тому времени, там, скажем так, уже заработали приблизительно по $1 миллиона с партнером, и как-то я не считал, что учиться вообще надо дальше, потому что я не понимал смысла образования, если у тебя есть деньги, в общем-то. То есть у вас первый $1 миллион появился во сколько лет? Ну, это было где-то 26-27 лет, наверное. В каком году? Так, был где-то там 95-й, наверное. Так, у вас уже был $1 миллион, и вы поняли, зачем вам политех. Ну, как-то так было, да. Ощущение, что не надо нам. То есть вы не закончили? Нет, закончил, потому что мама поехала в политех в Одесский, нашла мои документы, академ, отпуск мой, привезла их сюда, в Киев, и сказала, вот эти документы, и ты должен закончить. Это просто для меня, получается. И вот тот проделанный ее путь, доехать туда, найти документы в архиве, привезти, отдать мне, ну, меня как-то уже совесть не позволяла. Я жил как раз тогда на политехе, мне было удобно, я там заходил, поучился, там пошел, там сдал сессию, потом, ну, в общем, я честно, нормально все это сделал, как бы, и показал маме диплом, сказал, вот, все. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 250 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Я обещаю вам, что я никому об этом не расскажу. Где можно было в 95-м году в Киеве заработать $1 миллион? Расскажите. Это еще кишиневские истории. Дело в том, что вот как раз переход с 90, скажем так, 2 до 94-го, это был период, как я называю, знаете, вот есть вода пресная, есть вода соленая. И вот иногда бывает эти воды, когда сталкиваются, видна вот эта граница. А вот что происходило в Союзе? Ведь Союз это был, скажем, большое количество денег и не было товара. А что такое было иностранная вещь? Это когда много товара и нету денег. А вот 92-94 год, это как раз вот эти две вещи столкнулись. И мы провели 2 замечательных операции. Иногда про них говорят, знаете, про первый миллион люди не хотят рассказывать, а потом все понятно. Как бы то вот для меня как раз первый был очень понятный миллион, потому что была такая компания, называлась Рилком.
Это, по сути, я не знаю, вы сталкивались, нет, это был первый интернет в Советском Союзе. Там, то есть, ты открываешь компьютер, и у тебя есть такой листик каких-то адресов, буквы и цифры. Я еще перфокарты помню, о чем мы говорим. Я тоже работал на заводе с ними, это самое. И там набиваешь такие буквы и цифры и попадаешь на какую-то страничку. Это страничка типа желтых страниц, вот как в интернете. Да. Ой, раньше были эти книжки. Да. Вот. Параллельно существовало такое в интернете. И там кто-то что-то поддает, кто-то что-то покупает. Вот. Ну, я окей. Я туда пишу, там, хочу продать консервы. Получается. Окей. Проходит время, ко мне прилетает. А сколько можете продать? А я так, а сколько надо? А сколько у вас есть? В Молдавии было 7 консервных заводов, на самом деле, которые мощно производили. Что они делали? Консервы. Компоты какие-то, да? Да, компоты, джемы, огурцы, помидоры. Повидло. Молдавия экспортировала все. Союз развалился, северный завоз пропал, экспортировать некуда, новых связей нету, службы маркетинга, продвижения не было, получается, склады затарены, ситуация аховая. Оказывается, это ребята с северного завоза, с Архангельска, которые тоже остались без вот этого централизованного распределения. Они пишут, купить. И я с 7 заводов обзвонил, на факс получил предложение, просто запросил товарные остатки в тупую. Взял, тогда не было еще Excel, тогда была SuperCalc программа, SuperCalc 3 такая, это она предшественник Excel. В этот SuperCalc забиваю все таблички, красивенько, и туда мы отправляем. Приходит такое сообщение. Это как общение, я не знаю, голос с небом. В то время это было. Это гугла аж не было, никто гуглить не мог. Приходит, отправьте нам контракт. А там это была продукция 7 молдавских консервных заводов за год, а может быть за 1,5, которая скопилась. Мы, понятно, ее получили, там умножили на положенных 100% своих, потому что в то время инфляция была такая, что надо умножать было на 100. Зарабатывать меньше 100% было неприлично. Потому что ты пока получишь деньги, может оказаться что-то другое. Отправьте контракт. Отправляю контракт туда. Приезжает сообщение. Выставьте счет на оплату. Мы как-то голос с индейцем, знаете, когда по пустыне кто-то скачет, ему говорят, окей, хорошо, там пошел в бухгалтерию, счет на оплату, на какую-то сумму там безумную выписали, отправили. Через где-то дня 3 приходит наш главбух с глазами потерянными такими. Она говорит, денег пришло больше, чем денег в счету в банке в целом. Получается, у пацанов там лимит год. Они сгорают деньги, им надо товар, надо кормить тех, кто там был. Получается, у нас затаренные склады. И эти деньги приходят на этот счет нашего маленькой компании, получается. И все, и оттуда мы грузили целый год все эти мехсекции, машины, грузите самолеты. Апельсины бочками. Да. И это было безумие денег, потому что их было столько, что их некуда было девать. Мы все отгрузили, все сделали, вообще все. То есть так вы заработали с партнером по $1 миллион на консервах? Консервы, да. Еще одна операция была. Даже внутри, в Кишинево было 2 базы. Они находились на одной улице с разных сторон. Один директор говорит, у меня есть деньги до конца года, мне их надо куда-то истратить. А другой говорит, у меня есть сублимация. Раньше для космоса делали такие, знаете, сушили фрукты, грубо говоря, превращали их в порошок. Да. В железной банке, а потом размешивали стаканчик и получался натуральный сок. А у другого лежит сублимация, от которой Москва отказалась, централизованное завоевание, он понимает, что оно все в мусор. Никто в Молдавии не будет пить сублимацию, логично, да? Я говорю, у меня есть одна идея, ты купишь сублимацию? А тут, что это такое? Я ему образец привез, он говорит, супер, отлично, я знаю, куда деть. Еду к тому, ты продашь? Продам. Мы перевезли экарусами эти колбаса желтая была, даже машин не было, закрывался там какой-то квартал отчетный, что деньги. Загнали эти карусы на завод, загрузили эти сублимации, перевезли на другой конец улицы, разгрузили, и на этом заработали там огромное количество денег. Я сейчас даже не могу помнить, их было столько, что просто их некуда логично истратить невозможно было. Об одном жалею, что мы тогда не были знакомы. Да, Дмитрий Ильич. Столько сублимаций. Да. Что вы делали с этими деньгами, вы помните? Мы их бездарно, на самом деле, истратили, потому что тогда надо было покупать всякие ваучеры, там эти все, что делали там с недвижимостью. Конечно же, мы там
безумно инвестировали, безумно что-то покупали. Хоть квартиры купили себе? У меня осталась одна двухкомнатная квартира. По результатам этой безумной деятельности в центре Кишинева я ее потом продал. Ну, то есть, как бы, да. Квартиру купили, да. Квартира была, там какие-то золото, цепочки, там все подряд было, Дмитрий Ильич. Там Видеокамеры, видеомагнитофоны, все. кожаные куртки, машины, как это, все как положено. В каком году, получается, вы переехали в Украину? В 95-м. С 95-го года вы уже 30 лет в Украине. Да. А чем вы занимались, кроме бизнеса? Вот потом же вы были большим чиновником. Бизнесом занимался только. Так. Потом уже был другой бизнес какой-то, да? Ну, мы переехали, там все очень просто было. Мы, когда вот открыли в Молдавии консервную эпопею, по ходу моего там партнера были родственники в Туркмении. У туркменов была такая же проблема, как и у русских, где взять еды. У них был газ, у них была нефть, но у них не было кушать. Вот. А молдаване в этом плане как раз были затарены едой, и мы в у них не было газа. Да, не было газа, не было света, много чего не было в это время. Вот. Приднестровье было тогда конфликт. Вот. И мы это все грузили в Туркмению, в том числе. Там халва, там майонез, вот это все, там Кишиневский хладокомбинат, он был такой достаточно активный, и тоже не был загружен. Там, и мы очень много отгрузили тогда. Вот. А потом туркменские ребята, когда стали работать уже по Союзу, им нужно было в Киеве типа директора филиала. И они мне говорят: слушай, тебе тут в Кишиневе скучно, все продали, делать нечего, может, в Киев поедешь, компанию возглавишь. Ну, вот я приехал сюда, в Киев, и начал здесь работать. То есть вы начали заниматься газом? Да, клирингом. Тогда была тема клиринг туркменского газа, Укрресурсы и Терракорпорация торговали тогда с Туркменистаном. Считаю, очень крутая тема, на самом деле. Ее недооценили, потому что мы получали газ тогда по $80, а взамен отгружали все, что можно было отгрузить, потому что емкость туркменского рынка... Да, все, сапоги, там, калоши даже умудрялись догрузить в Туркмению. То есть вот грузилось все, получается, и все заводы были загружены. Это рабочие места, это налоги, это была тема на тот момент, я считаю, очень крутая. И вот мы в этой теме начали работать и зарабатывать первые деньги уже в Украине. Много вы заработали тогда на газе? Много, но мы, знаете, как бы никогда так не выходили в кэш, что называется, знаете, посчитать, как иногда там у нас тут друзья были, бандиты. Но вы были богатыми людьми. Мы ни в чем себе не отказывали. Скажем так, если я когда приехал в Киев, весил 70 килограмм, то когда вот в какой-то момент я понял, что я вешу 120, это было ровно потому, что, знаете, голодные дети Советского Союза кушали все подряд, потому что было много денег. Как бы, да, то есть мы жили вот так, как хотели, то есть тратили столько, сколько надо было, то есть вот, не было, что, знаете, от зарплаты до зарплаты. Когда вы работали с Туркменистаном, Туркменбаши вы видели когда-нибудь? Сдалека, я с ним не общался лично, то есть мы общались со всем окружением, там, с Игорем Макаровым, здесь Волковский был, который курировал, получается, со всеми, кто, но Туркменбаши лично я никогда не здоровался. Но видели? Видел, да. Прикольно, говорят, дед был, да? Да, прошел всю партийную школу, выстроил своеобразную модель. Мама с Украины? Не знал, честно говоря, да. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Долгие годы вы работали с Савиком Шустером. Да. То есть не просто работали, а были человеком, который обеспечивал жизнедеятельность Савика Шустера и его программы, его ток-шоу. Да. Когда вы с ним познакомились и как? У меня есть один товарищ. Мы вот
наш газовый бизнес, он в свое время трансформировался в аграрный бизнес. Мы инвестировали в консервные заводы, вот по привычке молдавской, что мы там заработали когда-то денег, и вот как птицы летают на юг, молдаване всегда делают консервные заводы, неважно, где они находятся. Вот, поэтому вот я именно консервными заводами занимался в Украине. У нас была торговая марка «Златодар», то есть под них мы, естественно, взяли землю, элеваторы, и вот мы еще 10 лет своей жизни после клиринга посвятили как раз консервному бизнесу. И в 2009 году мы бизнес продали весь, вышли в деньги. И хорошо продали. Да, хорошо, мы успешно очень его продали. Там, скажем, мы заработали там, с партнером по 10 миллионов в чистых деньги вышли. И я уже думал, что я никогда до конца жизни работать не буду, потому что, в принципе, ну, там мне чуть меньше 40, есть десятка. В то время я считал, что это очень много. Как бы, я про инфляцию никогда не думал, но, в принципе, это было нормально, да. Вот. И я так, как бы, у меня там первый сын родился, и жизнь прекрасна, солнце ясно, все, как бы живу в свое удовольствие. И у меня товарищ приходит, говорит, слушай, у тебя лежат деньги, ну, свободные на депозите, ну, давай проинвестируем. Там Савик уходит с одного канала на другой, как бы вот тут РК Украина, есть контракт, ну, вот как бы нужны инвесторы. Я говорю, ну, программа хорошая, Сави классная, как бы я смотрел тогда, политической амбиции нету, как инвестиционный проект подходит. У вас политических амбиций не было, при том, что вы были замминистра транспорта и связи одно время. Да, я был короткий период, это в рамках вот наших аграрных дел, тогда Сан Саныч Мороз как бы пригласил и говорит, посмотрите, вот там в министерстве есть определенный безлад, там все переметнулись под одну из лидирующих партий, говорит, а министр наш, говорит, и печать как-то оставлять даже стрёмно, говорит, потом происходят разные чудеса, говорит, ну, присмотри там за этим вопросом. Ну, я там, когда министр уезжал, исполнял обязанности и старался так, чтобы не было вот этого грабежа там, да. То есть политических амбиций у вас абсолютно не было? Не было. И Савик, так. Пришел товарищ мой, говорит, смотри, как бы Савик создает студию, собирает инвесторов, как бы там надо собрать там 6 или 7 миллионов, так-то надо было собрать. И говорит, если, ну, хотел бы, чтобы ты поучаствовал в этом. Ну, я говорю, деньги есть, в принципе, они лежат на депозите, ну, бизнес-план хороший. Почему нет? Как бы получается. И мы так подобрали группу из 6 человек, скомплектовались, каждый внес своих денег, и вот студия стала работать. Какое у вас впечатление возникло от самого Савика? Как вы познакомились лично? Первый раз это было, когда он пришел с моим товарищем, представил вот этот проект, который у него был уже контракт подписан. Ну, для меня он тогда был как это небожитель, потому что он же... Человек из телевизора. Из телевизора, вот да, я тоже хотел сказать. Человек из телевизора, который пришел, я его увидел. Он очень культурный, спокойный, интеллигентный человек. Поэтому, ну, он меня вызвал доверие, получается. И я говорю, да, я готов поддержать как бы этот проект с точки зрения как бизнесмен. Ну и сама идея свободы слова мне нравится. Поэтому этот проект, ну, сочетал в себе 2 компонента. В результате от партнеров не осталось и следа, но вы остались, да? Нет, с партнерами мы просуществовали все 10 лет. Вот так? Да, все партнеры остались. На старте там был список приблизительно, ну, там, до 30 человек, которые собирались туда заходить. Я как бы говорю, ну, я буду заходить, только мы, уменьшим количество участников, чтобы не было бардака внутри. Вот. Второе, мы почистили так, чтобы люди были все адекватные, с опытом жизненным управления, и чтобы не было истерик, получается. И в результате осталось 6 человек, и до последнего дня, до продажи студии, они все были партнерами, и, ну, каждому из них благодарен то, что они с нами были. У нас никогда не было разногласий, вот никогда не было там ссоры за денег, ссоры за концепции подхода, то есть никто из них, они же все были политики, получается. Вы можете назвать их или не надо? Ну, они публичные, все известные люди, получается. Можно если назвать? загуглить. Да, конечно. Давайте был, назовем. Там, Сергей Леонидович был Тигибко, он тогда «Сильная Украина» и вице-премьер. Тегибко раз. Да. В эфир, наоборот, мы его уговаривали к нам прийти, потому что он был по гуманитарным вопросам, и часто возникали вопросы, мы Сергею Леонидовичу говорим, Сергей Леонидович, что-то там. И была обратная история, типа, вы же наш партнер, типа, вы нам должны, придите в эфир. Как бы. Вот не было такого, что я хочу там идти торговать лицом. Я за свои деньги хочу не вылазить из вашего эфира. Да, вот такого не было. Вообще, наоборот. Ситуация была, как ни странно, да, с ним вот, получается, Виктор Пилипишин, получается, он тогда
здесь какой-то район в Киеве, Шевченковский, возглавлял, получается, да, тоже вообще никогда. Был один случай, когда его там арестовывали, вот эта история, когда он собрался идти на мэра города, там с партией регионов был какой-то расклад, и вот тогда мы единственно действительно помогали, освещали это событие, потому что Виктор, я считаю, порядочный человек, и тоже у него большая профессиональная компания была, никогда не был. Пилипишин 2. Да, Пилипишин, Коля Рудьковский. Человек, собственно говоря, который пришел и предложил этот проект. Как бы я у него работал замминистра, когда он был министром. Поэтому Коля пришел. Коля любил какие-то эфирные вещи, но сразу объяснили правила игры, и Коля, в общем-то, не появлялся так, чтобы он там в каждой программе сидел как акционер. То есть он занимался своей жизнью. Нормально, все было очень корректно на самом деле. Валера Писаренко, это был депутат, получается, он был в Бюте, потом в партии регионов, и 4. он, по-моему, вообще ни разу не появлялся в эфире, если, насколько я помню, Валера. Может быть, один раз и появлялся, но без вот таких, там, каких-то амбиций. Был Дима, он банкир, а Вальброк банк был, то есть очень порядочный парень. Потом в конце, когда уже в результате расклада с Порошенко мы уезжали, он как раз выкупил нашу студию, взял на себя, то есть говорит, я ее выкуплю, чтобы она не пропала. Дима выкупил, и вот мы уже в военное время даже пользовались этой студией, пока она не попала в цели. То есть он нам ее бесплатно отдал. Дима 5. Дима 5, я 6. Савик 7. А Савик тоже был акционером, да? Да, мы Интеллектуальный вклад. Савику предложили, сразу сказали, Савик, чтобы ты был заинтересован, чтобы не было, как на предыдущих каналах, там зарплата, то, вот развивай проект, и будешь сам себя это капитализировать. Во время самих ток-шоу часто возникали удивительные скандалы, которые сотрясали все украинское общество. Хватало историй с политиками. Политики были неординарные, экстраординарные. Были и крики, и драки, и истерики, и вопли, чего только не было. Какие самые яркие истории вот с политиками вспоминаются сразу? Скандалы, может, во время ток-шоу Савика Шустера? Скажем так, одна история, в которую потом не очень сильно поверили, то есть пришел Лешко с Роситой, со своей женой. Роситу он забрал откуда-то, и она вот с такими сумками, там вот обычные авоськи, с картошкой, еще что-то такое. Просто вот сидит женщина, которая думает, что приготовить вечером из еды. Олег Валерьевич где-то ее перехватил по дороге, заводит ко мне в кабинет, говорит, так, это моя жена, я побежал в эфир, угости ее чаем, может, бутерброд, говорит, и вот мы познакомились, сидим с человеком, просто пьем чай, нормально беседуем. И Лешко там ругается с кем-то в эфире, там то-то-то, кто-то берет декларацию, начинает читать. Лешко убил свою жену. То есть он в декларации не указал жену, активы, там что-то такое было, и формулирует. По-моему, это даже Бузина была, могу перепутать, вот покойный уже там. И вот у них начинается разговор, что Лешко убил жену. И Лешко раз и пропадает со студии, а я же в мониторах вижу. И говорю, Росита, так, давайте прическочку поправим, вы сейчас будете в эфире. Вы уже понимаете, что... Я понимаю, куда он убежал, конечно. То есть вот, Олег берет Роситу за руку, без вопросов, просто вот так, с реактивной скоростью, и она вот из чая вот, и попадает прямо в прямой эфир ток-шоу большого в стране. Он говорит, вот моя жена. И началась история. И на следующий день все пишут, заготовка, Савик заготовку сделал, они с Лешко, там, взяли денег, чтобы Лешко та-та-та-та-та-та-та. Там вот была обычная вот, житейская такая история с ним, да. Там была история, когда «Свобода», например, когда подрыв гранат около Верховной Рады. Ты помните, погибли наши нацгвардейцы тогда, и такая история тоже была. И в то время власть практиковала, например, банить, не давать возможность прийти на канал и рассказать. И Олег тогда набрал и говорит, вы... Техниблок, сможете нас взять в эфир? Говорит, я хочу свою позицию сформировать. Мы с Савиком обсудили, и Савик говорит, это его полное право выйти, и там как раз люди, которые поддержат, не поддержат, то есть есть действия свободы, есть действия события, погиб человек, то есть мы тогда взяли «Свободу» тоже в эфир, хотя вокруг этого тоже шло давление, там не надо, давайте,
все любят забанить кого-то, типа, и в одну сторону его шпилить, условно говоря. То есть, вот. В этом случае это вот Тигнебок тогда была такая история напряженная. И понятно слишком, когда Мусичука арестовали в Верховной Раде, вот, тогда Генпрокуратура давила, чтобы об этом только они могли говорить, где они хотят. Они просто обсуждение шло, там никто не оправдывает Мусичука действия, но право лидера партии его на то, чтобы это сформулировать, он должен был иметь. И Лешко приехал в кабинет, тоже у меня находился, и началось давление, звонки, там Игорь Валерьевич, любимый, как бы, который там рассказывал, почему нельзя это делать в эфире. Нас же тогда из эфира как раз выкинули. Это 3-й раз в жизни было, когда нас из эфира убрали. То есть это вот на канале именно по этой причине было. Вот, и мы тогда на 112-м вышли. Ой, я помню, как Юлия Тимошенко приехала чуть ли не на «Жигулях», прямо ворвалась в прямой эфир, там ее обсуждали. Да. И она прямо села в машину и приехала с охранником одним, да? Да, Тоже да. скандальная история была. Эта история была, когда вот Арсений Петрович с кем-то, Кличко и Тигнебок, они же какой-то меморандум зачитывали. Да. Это тоже была история, когда там в эфире не планировалось, они решили с Майдана сразу заехать, они заехали в эфир читать. Тут регионалы решили, что им тоже надо отправить своих людей, говорим, не приглашенные, а те тоже не приглашенные. И оттуда еще там 6 человек приезжает, и в студии вот такой начался уже, то есть разбор, это был элемент демократии. Юры Бутусова с Нестором Шуфричем тоже. Ну да, это уже финалочка, это последняя Классика, программа перед да, войной. Да, там было такое. Когда Петр Алексеевич подошел и пнул еще ножкой. Реализовывал свои эротические фантазии. А какое мнение у вас сложилось вот за эти годы? Сколько вы с Савиком были вместе? Активно я с ним стал работать. Мы проинвестировались в 9-м, там 2 года студия работала, там, скажем так, автономно. Я не был задействован. До 22-го фактически. Вот. И до начала военных действий, до 13 24-го. лет. Да. Вот за эти 13 лет, да, какое у вас сложилось мнение об украинском политикуме в целом? Веселый, здоровый политикум. Я могу сказать, что вот я после этого многие страны, когда ездил, смотрел, у них уныло, могу сказать. Вот у нас оно живо. У нас, знаете, формируется страна, люди все верят в какую-то свою правду. Для кого-то правда это деньги, для кого-то правда это будущее страны, но у каждого у них есть своя цель. И они искренне эту цель пытаются донести в эфире, и на это приятно смотреть. Вот поток мыслей, поток эмоций, энергии, это драйв. На самом деле это хорошая страна, когда знаете, борщ кипит там, скажем. Самые яркие ингредиенты этого борща, кто приходит на ум, чьи фамилии сразу? Лешко-то точно, его, наверное, нельзя. Он сейчас и хороший ингредиент на поле боя, на самом деле, Да, слушайте, как ни странно, раскрылся так, что... Больше 3 лет на фронте, кто бы мог подумать? Так он еще креативно подходит. Это не потому, что вы сейчас спросили, и мы от политики пошли, в такие моменты. Например, наши все политики, лидеры, они достаточно интересные были. Но Лешко первый пришел на ум, да? Лешко почему-то первый, да. Игорь Валерьевич тоже яркий персонаж, мне кажется, он достаточно доставил всем этих таких веселых минут. Что за конфликт у вас произошел с Петром Алексеевичем Порошенко, когда он был президентом? Он же, я помню, буквально жил у вас в студии, очень часто приходил. Я помню даже его знаменитые слова «я глибоко переконаний». У него был такой штамп, я его хорошо знаю, «я глибоко переконаний». Что случилось у вас с ним или у него с вами? Смотрите, он видел свою методику управления страной. Наверное, он хорошо понимал, что такое журналистика. Он классно использовал в разные Майданы 5-й канал, объясняя, что такое свобода слова и демократия. Наверное, придя к власти, он подумал, что это же его и разрушит. Поэтому у Петра Алексеевича возникли хотелки по ограничению определенных людей, которых нельзя взять в эфир. Получается. У него он лично с вами говорил на эту тему? Да, мы общались на эту тему с ним, мы общались на эту тему с его сотрудниками, и были ограничения определенные, которые он хотел. То есть он хотел, чтобы вы кого-то не приглашали? Да, ограничивать и попытаться управлять все-таки тем, что происходит в студии. А вам это не понравилось? Мы долго пытались этот вопрос все-таки решить, как-то так, но нет, не понравилось. И в результате они приняли решение, что они в принципе ходить к нам не будут.
И дальше блок Петра Порошенко перестал ходить к нам в эфир, а так как они были властью, соответственно, у нас образовалась сугубо оппозиционная студия, в которой, в общем-то, мы рассказывали про власть то, что думаем. Вот. И вот так вот образовалось. И? В результате, я думаю, они какое-то время подождали и подумали, что ток-шоу без них не получится. Оно без них получалось еще ярче и интересней, на самом деле. И рейтинги были гораздо больше, потому что, так как они остальных взяли плюс-минус под контроль, и там это было унылое, понятное состояние, вот, то у нас оно было всегда весело и смешно. Вот, как бы в конечном итоге дошли до того, что получили уголовные дела, Савика лишили разрешения на работу, уголовочку они решили там сделать через налоговую, то есть тогда Насиров у нас был в эфире и получил поддержку 6. После этого, я так понимаю, ему сказали, как ты можешь это терпеть, чтобы тебя так унижали. Там. И нам через 3 дня пришла налоговая проверка. И налоговая проверка пробыла 40 дней, у нас не нашла нарушений. И после этого посчитали, что команда не хорошо работает, отправили новую проверку, и та проработала. И нарушения нашли абсолютно абсурдные нарушения, 3. Одно из них – это лампочки мы не сдали вовремя, которые люминесцентные, их надо было сдать. Второе нарушение – это был Савик, который роуминг, он летал когда в Италию, он разговаривал со студией, условно говоря, по телефону, и они посчитали, что вот то, что он разговаривает по телефону, студия оплачивала это не в затраты относила, а из прибыли. То есть вот после получения налогов прибыль, и из этой прибыли, так они посчитали, что у Савика это должен был быть доход, с которым надо было Савика налога обложить как... тут такого уровня нарушения у нас были, получается. Соответственно, были насчитаны эти штрафы. Савик, как руководитель, получил уголовное дело, а на основании этого они сказали, так как он имеет вид на жительство, а у него есть уголовное дело, мы его лишаем вида на жительство. Хотя вид на жительство он получил за 3 недели до того, как его лишили вида на жительство. То есть, получается, вот такая чисто была заказушка. То есть, в результате Савик уехал в Индию на Савик год или уехал на в Индию сколько? писать книгу. На год или больше даже? Да? Больше года он был, да. Вы уехали в Америку? Я уехал в Америку. И программа перестала выходить? Да, и мы потеряли студию как бизнес. Мы продали вот этому нашему партнеру, слава богу, что у него были оборотные деньги. Он говорит, давай я выкуплю, мало ли что там понадобится. В принципе, я буду сдавать в аренду, то-то. Потом он сдавал в аренду прямому Петиному каналу, вот этому Гривому. Вот. Обидно было. По крайней мере, все акционеры, которые с нами были, все вытащили вложенные деньги, получается. И не было такого, что, знаете, так произошло, и люди... Но вы все равно интересный человек, потому что Петр Алексеевич потерял власть. Президентом стал Владимир Зеленский. Программа Савика Шустера снова стала выходить, ток-шоу. И вы опять стали приглашать Порошенко, несмотря на то, что он с вами так поступил. Смотрите, этот был... я Савика считаю учителем и великим человеком. Гуру? Для меня, да. То есть, потому что я человек все-таки воспитан в таких жестко варварских условиях. Вот. Я не прощаю, да, и как-то в общем, иначе поступаю. Савик – человек мира, как я его считаю. Он... Голубь мира. Он совсем по-другому мыслит. Когда-то мы столкнулись, помните, когда сирийцы в Италию плыли по морю, он в Тоскане, Савик живет. Я к нему приезжал, там всегда красиво, чистенько, убрано, заехали эти ребята, и там все стало пахнуть, все стали бояться ходить по ночам. И я сижу с ним и говорю, Савик, это же неправильно, дай либо им по 200 евро, пусть они в Сирии себя там друг друга что хотят делают. Он мне объясняет, говорит, нет, говорит, мы как цивилизованные люди не смогли остановить проблему в Сирии, соответственно, сегодня мы вот здесь должны это терпеть для того, чтобы понимать, чтобы дальше такие вещи не допускать. То есть чтобы вы понимали, это его такое мышление, оно отличается. Демократ. Он не человек, то, что мы человек вообще, вот то, что говорят, когда, в религиозном плане, когда человек должен быть просто помогать, открытым, кармические вещи, он в этом плане мыслит. И с Петром Алексеевичем была такая же история, когда он приехал, и мы с ним обсуждали вопрос, я же, естественно, в жестких словах формулировал, кто такой Петр Алексеевич. Ему формулировали, Петру Алексеевичу? Сначала Савику. Почему так не может быть? То есть, говорю, если придет
придет, то только чтобы пустить его в эфире. Как бы единственное, что я могу вот сказать, что мы можем сделать. Ну, я думаю, Петр Алексеевич мыслит так же, как и я. Приблизительно он вырос в похожих условиях в этой жизни. То есть, и он понимал, что если он к нам придет, то, скорее всего, его там будут... Он тоже недалеко от Молдавии рос. Он тоже недалеко от поэтому Молдавии. у вас что-то общее Да, есть. и он интуитивно понимал, как бы, но он недооценил фактор Савика, который, то есть, и мы с ним беседовали. Он сказал, что это лидер партии, это партия в парламенте, этой партии доверяет народ, и не может быть программа построена на наших с тобой личных амбициях. Савик сказал. Савик мне говорит, да. Он говорит, мы не можем, эта программа не наша с тобой, говорит, эта программа для народа сделана, не для нас с тобой. Говорит, когда мы сделаем свою личную программку, вот как мы сейчас с вами беседуем, например, да, он говорит, вот тогда, говорит, мы можем его не брать, потому что нам неприятен, что он сидит напротив нас, например. Но если мы делаем программу для общества, это элемент нашего общества. У него есть выборец, и у него есть мнение, и за него голосуют. Мы не можем не взять. Честная позиция. Очень четкая. Мы ехали в машине, когда Петр Алексеевич захотел встретиться, мы ехали к нему в офис, он не хотел приходить, пока не поговорит. И вот мы вдвоем рулим туда, и по дороге в машине у нас вот эта дискуссия. Нахер мы едем, давай не поедем. А он, да нет, ты не понимаешь. Да-да-да-да-да. Но мы приехали, ну, мы говорили там, разговор был откровенный, нормальный с Петром Но Алексеевичем. вы о своих обидах рассказали? Я Петру Алексеевичу рассказал все, что я ему думаю, в нелицеприятных красках. Сказали. Говорю, конечно. Ну, я же человек очень такой прямой, как бы у меня не заржавеет. То есть я там, Савик, естественно, толерантно. Там Петр Алексеевич пытался, Савик, смотри, типа, вот этого надо держать на цепи, там, бо он вот скоро покусает там всех. Вот, типа, в таком ключе разговора. Я говорю, Петр Алексеевич, я просто вам еще раз говорю, мое отношение к вам не поменялось, оно не изменится, и я понимаю, что вы за человек, то есть, получается. Вот. И все это, все лицемерие с точки зрения, там, потому что мы же потом общались, что теперь без такой программы, как вы, вот эти пришли, они же неуравновешенные, их же надо уравновесить, только вы можете своей программой, там началось, как бы, то есть в его периоде все зашибись было. То есть, и, ну, вот я говорю, Савик превыше таких вещей, для него важна программа как целостный продукт для народа. И он мне сказал, это не наша с тобой программа, как бы мы как элемент, который делает эту возможность. Говорит, все. Поэтому вот правила такие. Все, что касалось эфира, контента, всего это его. И там у него 51 контрольный пакет для решения этих вопросов. Ваша программа, ваше ток-шоу выходило на разных каналах. Но ярче всего, мне кажется, оно выходило на канале «1+1», которым владел Игорь Валерьевич Коломойский. Скандал получился, конечно, Знатный. не просто знатный. Супер, я бы сказал. Что случилось на самом деле? Вы с Игорем Валерьевичем договаривались как-то на берегу или нет? Конечно. Все было очень честно. То есть, как бы, у меня есть один хороший товарищ, который общается с Игорем Валерьевичем. Товарищу пришла гениальная идея, они выделили на плюсах, получается. А мы тогда на Первом национальном были, там что-то тогда, там этот Зураб, недозураб, там что-то устраивал, чудеса, что заканчивал с нами контракт. Это была такая... Помните, его сделали каким-то каналом, там, Суспильно, и там был вот первый руководитель какой-то там, и ему поступила команда от офиса, там, что нас пора заканчивать, хотя до этого он считал, что мы очень крутые, и спасибо, что мы вообще такие есть на Первом канале. И когда у нас закончились эфиры, стало понятно, что у нас эфиров не будет, и тут мой товарищ говорит, давай с Игорем Валерьевичем, как бы. Я с Игорем Валерьевичем встретился, говорю, смотрите, Игорь Валерьевич, я с Савиком уже давно работаю, как бы не получится в ручном режиме, вот звоните, говорить там, как с Ткаченко, типа, какого хера, где ты там, и иди делай то. Говорю, так не будет. Вот. Игорь Валерьевич говорит, да нет, все, мы демократично, то. Вот мы поговорили, ну, все ровно. Я прихожу к Савику, говорю, Савик, слушай, там, короче, такая тема есть. Игорь Валерьевич, он говорит, нет, говорит, я уже пробовал, говорит, у меня нет. Но я же, как любой, знаете, пытается думать, что все до этого были дураки, а я самый умный. То есть, получается, я говорю, ну, давай поговорим, тебя ж ни к чему не обязывают. Он говорит, это плохая затея. И я говорю, Савик, смотри, Игорь Валерьевич тоже меняется, он там как-то там. В общем, короче, мы встречаемся с Игорем Валерьевичем. Он же душка, Игорь Валерьевич. Правда? Да, мы встретились втроем, поговорили. Они говорили о футболе. Все это время, вот, в конце я говорю, Савик, смотри, вот есть контракт, я подготовил, в котором прописано, что Игорь Валерьевич не может звонить, не может давить, там. Это все будет основанием для разрыва контракта. Получается, мы доставляем сигнал туда-то, оттуда они его забирают, и что хотят, то и делают, получается. И, в принципе,
Саик говорит, ну, если так, то давайте. А я прям в контракт это забил пункты. Ну, Игорь Ильич пригласил Ткаченко, сказал, что нас поставить надо в пятницу в такой-то слот со следующей недели, типа. Ну, и все, и мы начали выходить. Ну, а дальше произошло то, что произошло. То есть, получается... А что произошло? Сколько раз вы вышли и что произошло? 2 раза. Ну, финалочкой было это Лешко. Арест Мусичука в Верховной Раде. Генеральная прокуратура звонит Игорю Валерьевичу и говорит, у нас с тобой тесные отношения. Если ты хочешь их поправить, как бы, то, скорее всего, тебе надо вот этого, чтобы не было. Ты же хозяин этого колхоза там, типа. Вот. Игорь Валерьевич там позвонил, понятно, и сказал, ну, этого не должно быть. Я говорю, ну, этого не может не быть. Ну, кстати, теоретически его можно понять, если на него оказывалось давление, да? Всех можно понять. Вы же спросили, что было. Я вам расскажу, что было. Кто кого поймет, это ж все зависит как бы дальше, да, здесь. Вот, поэтому, скажем, я говорю, мы так не можем сделать, потому что если Генпрокуратура хочет, оно может прийти в лице, там Шокин, по-моему, или кто был тогда генеральным прокурором, говорю, он может прийти к нам, взять с собой еще 158 прокуроров, и дальше они будут слишком беседовать на тему, почему Мусичук такой или плохой, получается. Вот. Но так, чтобы они со всех козлили людей, а эти просто вот показали с Верховной Рады, не был ответа, это неправильно по философии, в принципе. Тем более это пятница. И тем более арест в пятницу произошел. То есть это было все как раз, это как тема, программа. Да. Ну, не может. Как Саик сказать, что мы обсуждаем что-то, не обсуждаем главное событие недели, впервые в жизни арест в Верховной Раде. Ну, странно было. Вот. Лешко уже был у меня в кабинете, потому что его уже везде как бы послали, условно, получается. Соответственно, Олег Валерьевич сидел и все думал, что мы тоже сломаемся, потому что Коломойский к нему при мне звонил, воспитывал его, почему ему не надо к нам идти. То есть, ну, он пытался или с нами, или с ним договориться. Олег Валерьевич меня так смотрел и говорил, вы же меня не сольете, типа. Я говорю, ну, все, Саик пообещал. Саик, если пообещал, это уже, ну, то есть все, не может быть такого. Вот. И все, и он у меня был в кабинете там часа 4-5 до начала программы, потом вышел в эфир, все пояснил, как мог, в принципе, и у него не было такого, там, как у Насирова 6%. То есть там часть людей понимала, часть не понимала, понятно, но это уже была какая-то форма общения, пошла уже дальше. Но за 10 минут, даже меньше, чем за 10 минут до эфира, мне звонит Саша Ткаченко и говорит, Паша, сообщаю, вы сегодня не в эфире. Как бы я иду к Савику, все гости уже сидят, уже Савик. Это все. тот выпуск, где Лешко должен выступать? Да, конечно, да. Вот, я иду к Савику и говорю, Савик, мы не в эфире с тобой. И Савик такой растерян, потому что для него такой беспредел вообще был непонятный, как это может произойти такое, да, допустим. Вот. И я говорю, я сейчас что-то подумаю. Я набрал Сережу Лагунова. Он был тогда на 112-м директором канала. Он говорит, Серега, у тебя звездный час. Мы можем к вам воткнуться, если твои акционеры сейчас дадут добро. Получается, он там кому-то позвонил, дали добро, и мы включили сразу на 112-й. И параллельно всегда шел. У нас контракт с плюсами был подписан на 3S TV, на нашем канале, получается. И параллельно на нашем канале на 3S TV. Ну, в результате эти два канала набрали там цифр больше, чем плюсы набирали когда-либо. То есть, получается, потому что всем это было интересно, пропали на плюсы, скандал, интересно. Короче, они сами разогрели интерес к этой теме. С Игорем Валерьевичем вы выяснили отношения, в конце концов? Мы один раз с ним поговорили по телефону. После этого, получается, каждый у нас остался при своем мнении. То есть мы посчитали, что он остался нам должен денег, он посчитал, что мы ему должны денег. Получается, ну, я ему описал в одной из, там, был журналист один, задал вопросы после этого. Ну, я расписал, почему мы считаем, что как бы он нам должен денег, получается. Ну, дальше мы не контактировали, там были попытки какие-то там юридические небольшие, ну, по документам там все было правильно, и я думаю, что он занялся чем-то другим, более интересным. Там, где вы учились, я там преподавал. Это где вы преподавали? Вот там, где вы учились. В университете МcGill в Монреале вы преподавали? 15% вы ставите. Да. Вы преподавали? Я говорю, там, где вы учились, я там преподавал. То есть в университете МcGill в Монреале вы там преподавали? Да, конечно. Да, конечно. Да, вы там преподавали. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.
Я вам покажу диплом. Вы сначала деньги, вы верните конкретно деньги. 2 миллиона. Павел 300 Елизаров, тысяч можно? долларов. У меня Зачем деньгами ты занимается передать, Павел да. Елизаров. Я деньгами не Что занимаюсь. такое, Пожалуйста. Сталин? Что такое? Вырастут, как у вас Да, это вот. самая проблема. Я вот сейчас Павел Елизаров вам отдаст деньги, контракты, все, что есть. Вот он вот у нас. Вы уже Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здравствуйте, Павел Елизаров. Игорь Валерьевич, Когда вы деньги вернете? Игорь Валерьевич, Павел Елизаров? Игорь Валерьевич, мы будем очень рад вас видеть в суде. Вот здесь Павел есть Елизаров, контракт, когда который мы с вы вами вернете подписали деньги? Когда на вы 3 деньги? года. Мы передавали вам сигнал, и вы Скажите, этот вы сигнал когда не вернете? трансформировали и не Вы 10 показывали. Игорь Скажите, Валерьевич, вы за 10 передач деньги взяли? Игорь Валерьевич, мы с вами Павел Елизаров, встретимся вы в взяли, суде. вы деньги взяли в руки взяли деньги. Игорь Валерьевич, я хочу вот с вами беседовать бесполезно. Мы Ну вас так 2 года зачем не вы трогали, взяли- пока тогда вы не зачем вы оболгали взяли Савика. микрофон, если Вы бесполезно? нечестный человек. Вы обманываете всю конечно. страну и Павел грабите, Игорь Елизаров. Валерьевич. И еще Мы вам все- скажу мы одно. все- Отстаньте от новой власти. Пришли молодые люди в страну. А вы отвлекаете их от работы, Игорь да, вы Валерьевич. клятву, Отдыхайте на акцию море, Игорь говорили. Валерьевич, пожалуйста. И еще, Игорь Валерьевич, говорили. вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко. Вот пора уже ехать Серьезно? туда, по этой визе, Вы специально. знаете, есть такая поговорка, не спрашивая, о ком звонит колокол. Все вопросы выясним с вами в суде. Все, Спасибо. друзья. Понятно. Да. До свидания. Игорь Коломойский сейчас в тюрьме и давно уже в тюрьме. Вам по-человечески его жалко? Смотрите, я недавно на эту тему говорил с одним человеком и говорю, что вот именно как раз Коломойский для меня, вот, знаете, там, библейская заповедь, там, когда надо там за врага молиться, прощать и все остальное. Обычно я так не делаю, то есть в силу А он своего... враг? Вот. Он сделал очень непорядочно. Он сам по себе, я считаю, для Украины вредный элемент. Он разрушитель. Он интригант и паразитирует на человеческих эмоциях. С нами он поступил неправильно никак. Ни по-пацански, ни по-милицейски, потому что он перевоплощается иногда. Он то через милицию действует, то он вдруг бандит, то он еще кто-то, бизнесмен. Я никогда не мог понять, с кем я говорю. Он такой трехликий Янус, когда с ним говоришь, получается. Вот. Поэтому он поступил неправильно ни по каким понятиям с нами, получается. Вот. Но сейчас, когда он находится, я искренне, вот, если он увидит эту программу, я ему искренне желаю выйти из тюрьмы и насладиться годами жизни, которые ему отведены, потому что в ситуации, когда тебе там условно 60+, и годы не бесконечной жизни, провести их в 4 стенах, это врагу, как говорят, не пожелаешь, и я, Игорь Валерьевич, этого не желаю. То есть я считаю, что я искренне ему в этом вопросе сочувствую, и обид у меня на него вообще никаких нету. То есть вот искренне в сердце, вот прям свободно там по отношению к Коломойскому. Олеся Басман, которая много лет была редактором программы Савика Шустера, неоднократно мне говорила, что единственным акционером, на чьем канале выходили программы Савика, который никогда не вторгался в редакционную политику и никогда не звонил, ничего не требовал, был Ринат Ахметов. Да. Вы дважды выходили, вот Савик дважды выходил на канале «Украина», значит, еще Да. раньше, потом уже вот до самой войны полномасштабной, «Украина» и «Украина-24». Действительно ли Ринат Ахметов никак не вмешивался в редакционную политику? Да, Ренат, он сам по себе созидатель. То есть, получается, если бизнесменов на разные каtegории смотреть, есть разрушители, например, Игорь Валерьевич, при всей талантливости, он разрушитель. То есть, получается, он все берет, потом у него разваливается. Там от клуба футбольного, Аэросвита, много замечательных проектов есть, которые могли бы быть, тот же Приватбанк, к сожалению, он потерял, там много проектов, партию укроп, то есть вот эти все проекты потеряны именно из-за того, что, скорее всего, он играет в короткую, то есть для него вот нету долгого. Вот Ренат, он как раз играет в длинную, на мой взгляд. Я в первый раз не общался с ним, когда на Украине выходили, второй раз я уже общался.
И у него стратегический образ мышления, поэтому он играет в долгую, поэтому его проекты я считаю успешными. От «Шахтера» до ТРК Украины мы работали. Не было короткого, не было управления сегодняшней программой ради сегодняшнего какого-то достижения цели. Для него всегда была важна, вот, чтобы программа была номер один, чтобы это несло что-то, то, что нужно. Получается. И он тоже из нас испытывал много мучений. Очень часто бывало, что там, он в субботу позвонит и говорит, что вы вчера там делали? У меня на телефоне много неотвеченных звонков, а он уже по количеству звонков и характеру звонков понимал, наверное, что что-то у нас там произошло в программе, и как бы, да, чтобы понимать вообще, что было. И я говорю, вот такой эпизод, наверное, мог кому-то понравится или не понравится, он понимал, что это вот так было. То есть не было вот этого контроля, вот то, что пытался Петр Алексеевич сделать, там, ручного контроля, то, что Игорь Валерьевич пытался сделать, не было вообще. А исходя из вашего общения, вот Ринат Ахметов, он какой человек? Стратегически мыслящий, очень математический склад ума, человек, который держит слово, человек, который беспокоится о людях, которые вокруг него. И у меня бывало иногда, у нас по студии возникали какие-то вопросы, там, или разногласия с каналом, или еще что-нибудь. И я так навстречу готовлюсь и пишу так себе вопросы, которые я хочу с ним обсудить. И вот мы с ним говорим, и к концу разговора он уже на вопросы ответил, я ему даже их не задал. То есть вот я понимаю, что я приготовился. Структурное мышление. Он ощущает, он как бизнесмен, он ощущает наши проблемы, допустим, да, и он, когда беседует, он уже сам говорит об этом, и ты понимаешь, что эти вопросы задавать не надо. То есть, потому что они уже отвечены на эти вопросы. Все. Вот это очень происходило, и это очень комфортно в общении. Это правда, что начиная от футбольного клуба «Шахтер» и заканчивая телевидением и всеми его бизнесами, это фактически единственный человек в Украине, который платит все налоги и платит зарплату в белую? Мы официально все деньги получали. То есть мы получали деньги. Вот у меня, если даже взять мою декларацию о доходах, мою личную, например, да, то, скажем, самые большие налоги с зарплаты и всего остального у меня именно приходится на время работы с ТРК Украина. Я, честно говоря, даже никогда на это не обращал внимания, что когда мы вот своим бизнесом управляли, мы там постоянно экономили, там где-то там себе минималочку начислил, там что-то такое там, то вот когда мы работали уже с ТРК Украина, и вот годы перед войной как раз я посмотрел, у меня вся зарплата полностью была в белую, потому что мы получали деньги в белую и платили себе в белую. Мы не занимались обналом никогда, поэтому, когда нас проверяли при Петре Алексеевиче, там же первые всегда думали, что обнал, то есть разгон денег куда-нибудь на какие-то левые компании. Мы это никогда не делали, получается, и вот поэтому мы вот эти деньги, которые с ТРК Украины получали, то есть мы тоже их выплачивали всем в белую, и в том числе себе. Переходим к большой войне. Вы верили, что она начнется? Нет. Вообще нет. Несмотря на предупреждения американцев, британцев? Нет. Смотря в какой перспективе. То есть, если это говорим о 6 месяцах, то верил до войны. А если говорить ранее, чем 6, не верил. Нет. Вот если говорить о том, что за 5-6 месяцев до начала войны и дальше все настойчивее, американцы, от Байдена до директора ЦРУ, и британцы, и европейцы предупреждали нас, что вот будет война. Я, честно говорю, я в это не мог поверить, что вот так полномасштабно, что вот на Киев, я в это поверить не мог. Вы верили? Смотрите, вот когда раздались первые взрывы утром в 4 утра и загремело, я даже в этот момент подумал, не должно было этого быть. Вот все-таки я не считал, что эту грань перейдут, но если говорить, скажем, 5 месяцев до вторжения, то верю или не верю, было где-то 70/30. Я 70 понимал, что оно состоится, 30 я оставлял надежды, что все-таки этого не будет. Если говорить это в перспективе, скажем, там за месяц, это было уже, наверное, там 98/2. Я уже знал. Вы верили? 98 я понимал, что уже будет. Я отправил свою семью. У меня жена очень не хотела улетать. Говорила, что я говорю, у меня руки будут связаны с тобой, я буду думать не о войне, а о тебе. Вот. И мне Савик очень помог тогда. Он приехал и буквально там мою семью посадил в самолет. Они улетели последним вот этим самолетом, который вылетал из Украины, из Борисполя. Вот. И дальше у меня даже на страничке в Фейсбуке есть там запись об этом, что вторжение неизбежно в таком ключе. То есть, как бы, я про него и забыл, я как-то листал и обнаружил. Ну, сейчас я расскажу очень интересную историю.
за 2 или 3 дня, наверное, все же 2 дня до начала полномасштабной войны, нас собралось на ужин в одном месте у кого-то дома, скажем так, 5 человек. Вы, мы с Олесей и 2 бывших руководителя Украины. Фамилии называть не будем. Мы говорили, была уже поздняя ночь, мы говорили о том, будет ли война или не будет, о чем еще можно было говорить. Конечно. Я помню даже, где вы сидели. И вы тихонько сказали со своего места: если начнется война, я в первый же день пойду на фронт. И один из руководителей страны, наших бывших, очень хороший человек, он вскипел. Он сказал: вот мне нравятся эти пи***ные, сказал он. У него 5 детей, он мультимиллионер, он пойдет на фронт. Я этот разговор помню, как сейчас. Я помню, кто где сидел. Угу. И вы, наверное, тоже помните. Да, я помню, да, хорошая компания была. Я помню этот первый день, когда 4:45, если быть точным, ну, за нашими окнами раздались разрывы 2, потом я только подошел к окну 3. Я помню этот первый день, и вы сделали все, как говорили. Мы просто часто созванивались в этот день, и я помню этот алгоритм ваш. Вот я бы хотел, чтобы вы восстановили по памяти первый день большой войны, ваши действия. Я сидел около телевизора в зале, ну, реально офигевший. Я был очень разочарован, что это произошло, потому что для меня это, ну, прежде всего, глубокий такой удар, потому что я же, ну, мои родители из России, да, то есть я там говорю по-русски, живу в Украине. Я в Украине никогда не сталкивался с чем-то, чтобы, ну, напоминало там на там притеснение, условно говоря, русских людей, да, скажем так. И в этот момент я понимаю, что русские, я русский по паспорту, то есть как бы начинают бомбить Украину. И для меня это было такое, знаете, прям глубокая обида и несправедливость. То есть и я понимаю, что, ну, я должен стать на сторону Украины, ну, как минимум, чтобы показать, что, ну, и есть русские, да, которые, ну, будут защищать Украину, будут защищать вообще принципы, ну, здравого смысла, да, то есть... При этом у вас жена украинка, которая говорит по-украински. Да. Жена украинка, теща, друзья украинцы. То есть, ну, я не понимал этой несправедливости. Для меня это было, ну, сюром, вот реальный сюр. То есть, и было понятно, что я буду здесь мой дом, как бы, и я не могу поступить иначе. И ваши действия. Вот первый день. Я смотрел телек, не понимал, куда мне предложить голову, с чего начать. Коля Катеринчук с одним из товарищей позвонили в дверь и сказали: мы были в Печерском военкомате, там огромные очереди, мы не можем получить оружие, давай подключим твой мозг для получения оружия. Я набрал Лешу Резникова. Леша Резников позвонил еще одному министр человеку. Обороны. Леша был министр обороны. Странно, что... Ну, я вообще был удивлен, что он поднял, потому что министр обороны вот это первый день, то есть и все там, я так понимаю, там просто вал информации. Но Леша вот поднял трубку и дал мне контакт человека, говорит: звони ему, скажи, что от меня, и вам все выдадут. И мы поехали на один из военных складов в Киеве, получается. Этот человек нас встретил, там проводил, там такие очереди стояли, просто неимоверные, получается. Вот мы прошли мимо очередей, даже как-то неудобно было, что без очереди идем оружие получать. Вот. Получили оружие. Что вы получили? АК? По автомату, да. И, да. Тогда выдавали, когда там была такая интересная история, спрашивают: вы офицер? Там, я говорю: нет, получается, там вот автомат, там другой мой товарищ: вы офицер? Нет, вот автомат. Ну, один из наших товарищей, он был с охранником со своим, а тут, говорит, офицер, ему еще дали пистолет. Никому не записывали, кто ты, что ты. Вообще не записывали. Ну, там такой был журнальчик: как тебя зовут? Там, типа, Паша, как бы, вот тебе автомат, а тебя там Вова, а ты офицер, да, вот тебе, Вова, еще пистолет, получается. И мы так вышли, и все говорим: а чего ж мы не сказали, что мы офицеры? Тоже бы по пистолету получили. Но вот просто это была ситуация, выдача оружия шла реально, ну, вот.
это было правильное действие. Это с борта машины шло? Как это было? Нет, это были склады военные. То есть там было сховище подземное, и там было оружие, стояли очереди и получали. Паспорта не надо было, документов никто не показывал. Извините, потом вы сдавали это оружие? Да, я сдал. А кто как, уже неизвестно. Да, я свое, вот когда мы закончили служить в ТРО, мы оказались в ТРО, 126-й батальон 112-й бригады в Дарнице, вот, потому что товарищ, которого нас познакомили, был оттуда, и вот мы не на Печерске оказались, грубо говоря, где мы живем, а в Дарнице, на въезде в Киев, и там формировали батальон. Ну, когда уже враг от Киева отступил, то, соответственно, мы переходили в силы специальных операций. Я очень хотел этот автомат забрать с собой и узнавал, как можно перевести автомат. Он для меня был очень таким символичным, потому что когда было вторжение, мы все понимали, что где-то проживем там до 2 недель, условно говоря, и все жили вместе, и это никого не пугало. То есть, получается, как-то все спокойно относились, все были готовы вступить в бои, и понимая, что погибнем, но это было вот та командная, вот тот командный настрой, который был, вот он именно вот позволял так чувствовать себя, да, допустим. Автомат мы в конечном итоге сдали, не смогли перевести в силы специальных операций. А вы понимали, что Киев могут взять за 3 дня? Я не знал. Я знал, что мы сделаем, получается. А как это будет, мы же глобально тогда не видели. Это сейчас у нас... Вы были готовы сражаться за каждый участок Киева? Конечно, 100%. Все были готовы. Там не было людей, кто не были готовы. Там была такая атмосферная обстановка. Знаете, если сравнить с церковью, да, наверное, у меня почему-то всегда тогда приходило, я ночью гулял по нашим... Нам выделили садик, мы этот садик быстро оборудовали под батальон, люди спали на полу, на карематах и в обнимку с автоматами. Эти люди никогда не держали автомат, они никогда из него не стреляли, но они их так обнимали и верили, и знали, что они туда пришли. Это же были обычные люди, там программисты, парикмахеры, повара, там водители, просто обычные люди, обычные цивильные люди, которые отстояли на улице неделю, чтобы попасть внутрь батальона, и потом еще неделю подождать, чтобы получить этот автомат. И когда идешь, и они спят на полу, ощущение, я говорю, такое, что ангелы там летают, такая светлая обстановка, там никто не ругался матом, никто ничего не делил, все друг другу помогали. Это было... жалко, что тогда нельзя было там снимать, потому что тогда все искали шпионов, все ДРГ, то, и любая фотография любовь вызывала подозрения, и так, если хотите снимать и с кем-то там говорить, это вызвало подозрение. Но самый хороший фильм, конечно, был бы там, потому что там это те кадры, которые могли родиться там, именно той атмосферности, это дорогого стоит. Из автомата этого АК пришлось стрелять? Да, конечно, постреляли, но так, чисто в учебных целях. В учебных целях нет. У нас так получилось, что основной удар планировался же с этой дороги, заход отсюда, по этой дороге. Они пошли в обход, соответственно, мы оказались, грубо говоря, не у дел. Поэтому, так скажем, в обороне Киева в контактных боях мы не участвовали. Было ощущение страха, когда вы увидели в сводках, что вражеская техника оказалась на окраинах Киева, а некоторые единицы просто зашли уже в Киев на оболоне, уже танк появился? Не было страха, было обидно, что не к нам, потому что я мечтал подбить 3 танка. Я намутил к тому времени 35 энлавов британских. Да, у меня там замечательная фоточка, как я их гружу на одном из объектов на 3-й день войны, и мы завезли к нам, залезли в YouTube, посмотрели, как ими пользоваться, все расставили точки и посты, и когда эти сообщения, о которых вы говорите, пошли, мне было обидно, что не к нам, потому что я думал, что мы вольнем 3 танка, и нам дадут по Герою Украины, и мы встретим... все же думали, что война будет длиться 6 месяцев, условно там, И хотелось, конечно, навалить этих танков. Получается, мы же книжки все читали, все внутренние. Но вы потом и навалили, но другим путем. Потом навалили, когда перевалили за 1000, поняли, что есть еще что делать. Мы сейчас находимся в очень непростом, я бы сказал, историческом месте. Да. Потому что с этого места, мы не будем говорить, где оно находится, что это за место, но именно отсюда все началось для вас и для Украины. В этом месте началось что? Мы стали бить беспощадно технику врага.
Вот прямо отсюда. Да, прямо отсюда. Просто у нас Из центра Киева, давайте я скажу. Да, из центра Киева у нас просто летом 22 года образовалась технология, как можно дистанционно управлять дроном. И необходимости пилотам сидеть на линии фронта уже не было необходимости. И, это Летом было... 22 года. Летом 22 года. Вы говорите, образовалась технология. Да, Как мы это летом получилось? 22 года стали работать. Там было все очень просто. Мы из ТРО перешли в силы специальных операций. В силах специальных операций мы служили в Запорожье, там, где сейчас вот как раз активные действия идут, стык там, Запорожской и Донецкой областей. Вот. И было понятно, что вот эти пешеходные все бои, они не принесут нам победы. Мы равнозначны с русскими в этом вопросе. Вы это тогда уже поняли? Да, конечно. То есть и мы купили огранный дрон за 10 у контрабандистов, получается, и мы подняли этот дрон, затащили 120-ю мину на позиции противника, там меньше 2 километров это было, сбросили, посмотрели в монитор, как прекрасно смотрится результат нашей работы, вот, и стали здесь пытаться эти дроны купить и что-то увеличить их количество. Вы за свои деньги покупали первый дрон? Конечно. За свои Всё. собственные деньги? Ну, конечно. Сколько стоил один дрон тогда? 10. 10 тысяч долларов? 10, да. Это какие-то особенные дроны, да? Это большой аграрный дрон, которым можно поля брызгать, а можно сигареты в Европу возить, например. Вот мы у пацанов, которых брали, они сигареты возили в Европу этими дронами. Вот, поэтому у них отработана была То технология. есть вы купили эти дроны в большом количестве? Нет, мы купили один дрон сначала. Один, так. Получается, провели вот этот эксперимент. Так. После этого взяли пилотов учиться здесь на полигоне. Прямо здесь вы Не их здесь, мы под разместили? Киевом на полигон поехали, побросать на полигоне, потренироваться, удосконалить наши навыки там. И приехал один из моих товарищей по нашей телевизионной студии, который у нас работал, смотрел на все это, а он так или иначе имел отношение к дронам с 2014 года, потому что у нас на студии у Савика там в подвале ребята, которые любили дроны, занимались помощью нашим сбройным силам, там самолеты-разведчики, то, и они разбирались в системах связи. И они сказали, что так жить нельзя, то, что мы делаем, это смотрится пошло с точки технической зрения. Нам это казалось безумно технологичным. В результате нашей синергии родился дрон, который уже действительно технологичный, который соответствует современным требованиям войны. Мы можем назвать его? Назвать кого? Этот дрон. Обнародовать его название? Дрон, да, он «Лазарь» называется. Так. Хорошо. Вот здесь, в этом помещении, вы усадили уже первых пилотов. Да, мы поработали, когда там, поняли, что пилотам там нет необходимости работать, потому что работают дистанционно. Да, в этом помещении были пилоты. До вас никто этого не делал? Дистанционно нет. Вы были первые? Да, конечно. Вот здесь были пилоты. Сколько их было? 2 пилота было. Так. Дроны были где-то там? Дроны ставили ребята из ГУРа, потому что на тот момент у нас не было БРки, мы как военнослужащие не могли ездить на фронт без главкома или условно говоря, и мы не могли легально там находиться, мы находились в рамках нашего гарнизона киевского. Вот. Но у нас есть друзья по линии фронта, и мы попросили их, мы им отдали машину, пикап, загрузили туда дрон, загрузили боеприпасы, ребята получили боевое распоряжение, туда уехали. Они его там ставили, а наши пилоты отсюда летали. То есть дистанционно отсюда, из центра Киева, вы первые в Украине, первые во время этой большой войны стали запускать дроны, которые летали с линии фронта вглубь территории, занимаемой Россией. Да. И вы видели все в мониторы. Да, конечно. Первое впечатление, скажите, когда вы увидели неимоверное, что? Неимоверное. Вот что вы увидели? Уничтожение танков или чего? Первое было такое? Первое это... первая цель... Вообще, когда мы в монитор что-то увидели, это было, конечно, когда мы еще находились там в Запорожье, получается. Мы сидели в машине «Течик», на ней стоял Starlink для связи, и мы увидели там, что что-то стоит, мы все дружно там, пилот, говорит, вижу цель, дайте подтверждение, я там, как командир, говорю, подтверждаю цель, поражаем там, был еще один начальник разведки, говорит, я тоже согласен, мы отработали, на следующий день мы поняли, что это были кусты, то есть, получается, и
Мы тогда еще настолько вот желали, горели, и какая-то форма, нам показалось, что это БТР. Мы потом, у нас это видео есть, мы это вспоминаем, и пилоты, когда совершают ошибки, говорят, не переживайте, мы тоже были такими, когда не понимали. Вот. Ну, вот первая жирная цель, пораженная вами. Да, какая? БТР, конечно. БТР. Первый БТР, да. Потому что БТРы, они подходили ближе, мы тогда недалеко летали, только на 3 километра. С личным составом БТР? Нет, они стояли на позиции, они обычно закапывались в нарез пали, а БТР оставляли. И мы отработали БТР, получается, и это была первая такая цель, которая такая была. А уже когда отсюда работали, уже работали по танкам. Танки в то время очень хорошо детонировали, потому что они были полные с боекомплектом. Сейчас танки на позициях не стоят с боекомплектом, потому что все понимают, что если будет попадание, то разлетится все на куски. Вот. Они только в боевом порядке, и когда едут, уже с боекомплектом. Название вашего подразделения наводит ужас на российскую армию. Мы можем в эфире обнародовать название вашего подразделения? Да, оно известно уже. После публикации в «Форте», мне кажется, уже ничего тайного не осталось. Назовите. Ладарь. Группа «Лазарь». Да. А благодаря чему руководимая вами группа «Лазарь» стала лучшей в Украине, лучшей во время войны по уничтожению российской техники? Я думаю, это синергия знаний и быстро приобретенного армейского опыта. То есть мы были заточены всегда на результат, как в бизнесе. Для нас война — это не процесс, который доставляет нам удовольствие, от которого у нас растут звания и образуется куча подчиненных. Война для нас — это процесс, который мы хотим максимально быстро закончить. То есть для того, чтобы его закончить, мы должны дать результат. Результатом нашей деятельности является невозможность противника продвигаться. То есть он должен потерять интерес, и цели, которые он достигает, должны быть несопоставимы с потерями, которые он несет. Если мы создадим эти условия, то война будет невыгодна для продолжения Российской Федерации. Сколько я вас знаю, вы очень такой системный человек. А вот скажите мне, как системный человек, в чем состоит суть системы поражения вражеской военной техники дронами? В чем суть? Да. Суть дрона — это высокоточный удар. То есть это эффективность вложенных денег и полученного результата максимально высокая. Вот эта эффективность и приводит к тому, что, скажем, государство Украина, у которого недостаточно ресурса и нет стабильных поставок какой-то военной помощи, может бороться с техникой противника, которая стоит миллионы долларов. То есть, скажем, дрон, который стоит, условно, современный дрон, он стоит в районе $20 тысяч, скажем, уничтожает танк Т-90, который стоит там, $5 миллионов, или уничтожает БУК, который 10, или С-300, которая стоит еще больше. Солнцепёки я видел, как уничтожают. Да, и эта вся техника, по сути, дрон и боеприпас, которые там старые советского образца переделанные, которые стоят ничего, допустим. Вот это вся экономика войны, которую надо знать. Кстати, про старые советские боеприпасы. Это очень интересная история. Если можно об этом рассказать, конечно. Как вы дошли до складов со старыми боеприпасами в первые дни и месяцы войны? Что вы с ними делали? Все упирается всегда в команду. То есть, если собираешь команду людей, которые заточены на результаты, которые обладают достаточным уровнем знаний, у тебя все складывается. Чудес никаких не было. У нас в команде появился человек, который профессиональный военный, их у нас немного в группе, который понимает, что такое боеприпас, как они выглядят и что можно использовать для дрона. Он сказал, что есть такого типа боеприпасы, это ПТАП советского образца, там, 1946 года. Что это были? Это кассетный боеприпас. В контейнерах их находилось по 200 штучек. 1946 года? Да, 1946 года. Эти боеприпасы сбрасывались с сил второго, накрывали площадь и пробивали танки сверху. Такая конструкция была еще в 1946 году. Потом ее забросили, посчитали неэффективной, получается. Но ПТАБы на складах остались эти, получается. И вот эти ПТАБы, я их называю оружием победы. Их сейчас никто недооценивает, потому... Их было много на складах? Ну, мы сами переработали около 200 тысяч вручную. То есть вы их совершенствовали? Мы их снимали, взрыватели, те, которые были, и ставили свои взрыватели, и адаптировали под дрон, пластиковые фасты делали. Около 200 тысяч? Да, вручную.
И за это наш вот человек, который это изобрел, ему президент дал Героя Украины. То есть, ну, один из немногих случаев, когда человек получает Героя Украины, не будучи, грубо говоря, в окопе, не участвует в контактном бою, там, вот как это принято в картинках. Этот человек получил за то, что он реально интеллектуально проделал большой объем работы, плюс вот эта переработка вручную на складах, это, безусловно, риск. Это риск, мужество, потому что ты разбираешь боеприпасы, там, 60-70-летней давности, и которых на складе лежит там условно 200 тонн, и при взрыве одного просто коллектив весь испарится, который там этим занимается. И проделывая эту работу, соблюдая технику безопасности и нарушая все видимые и невидимые нормы, это героизм. Это когда люди заточены на результат, на победу, а не на обстоятельства, которые их окружают, условно говоря. У вас замкнутый цикл производства и использования дронов. То есть вы все делаете сами, правильно? Оно разделено. То есть мы, когда создались как военные, мы пытались объяснять разным компаниям, что мы хотим. И компании многие, которые начинающие, ты им объясняешь, ходишь, твои люди на полигон ездят, потом они начинают что-то делать, потом они считают, что они огромно великие, начинают работать куда-то, и ты приходишь к ним, они уже с тобой разговаривают через губу, что называется, потому что они же уже великие производители. И ты опять начинаешь с новой компании. Мы мучились, потом мы решили из тех вот ребят, которые как раз сделали нам системы связи и все остальное, сказали, давайте, ребята, вот вы будете гражданской компанией, будете заниматься как гражданские R&D-группа по созданию, по производству, мы будем заниматься войной. Но мы в тесной кооперации, и главное правило, вы никому ничего никуда не отдаете на сторону, пока не наполнили нас дронами. Если есть свободные, отдавайте куда хотите, но до тех пор, пока моей группе надо и у меня есть возможности, вы заполняете нас. И мы так договорились, и мы так и работаем. Поэтому от нас всегда обратная связь, а от них всегда желание сделать то, что нужно сегодня на фронте, и там никогда нет вопроса, что вот вы нам сказали полгода назад вот так, а сегодня мы вам это отдали, а вам это уже не нравится, как бы заберите это, а потом нет, такого нету. Если они нам отдают что-то, и оно уже устарело, по, грубо говоря, в дронах очень большая динамика. Там все устаревает за 3 месяца. То, что было хорошо вчера, сегодня уже не годится. Ну, максимум 3 месяца горизонт получается, поэтому это дроны очень сильно отличаются от стандартной военной техники, от танков, от пушек. Вы танк можете модернизировать раз в 5-10 лет, и он все равно будет актуальным. Сегодня достают там 72-ки, условно говоря, выгоняют. 34-ки вообще. 34-ки, она все равно это катающаяся пушка. И там еще стволы поточнее, чем новые, и она стреляет. Поэтому, в принципе, катающаяся пушка есть, как бы, да, то есть, вот. А с дроном так не работает. Вы закажете сегодня видеопередатчик и систему связи, противник нашел методику подавления, у вас на складе будет лежать то, что вам не нужно. То вот в нашем конкретном случае, если возникает так, что мы что-то получили, и оно вот как бы не актуальным стало, безусловно, мы возвращаемся, и они нам переделывают за свой счет для того, чтобы мы могли воевать. Вот эти группа военная, группа гражданская заточена на результат, и они работают круглые сутки, у них нету слова «выходной», у них нету слова там окончания рабочего дня, то есть можно в любое время туда приехать, там кто-то что-то делает постоянно. Плюс сами гражданские инженера, они сами летают, они сами выполняют боевые задачи, и у них у каждого там больше 100 единиц техники подбитые, молча, спокойно. То есть почему? Потому что когда возникает направление, где у нас что-то не получается, мы берем их, и они сами находят решение, и после этого его внедряют и дают военным пилотам для повседневной работы. Кто финансирует производство дронов? Сначала мы первые дроны сами за свои деньги все покупали, получается. Потом у нас подключились партнеры. По международной линии выделили деньги на 500 дронов. Это была большая сумма, мы сразу 500 закупили. После этого мы вошли в проект армии дронов. И с тех пор там была армия дронов, Дерпезизок, там, ну, государство, МВД, то есть наши военные структуры. Вы знаете, когда я был у вас на базе, откуда, собственно, происходит процесс, но это, не знаю, может, после войны когда-нибудь в мемуарах я это опишу. Это потрясающая история вообще, потрясающая. А что меня потрясло больше всего? Сидят ребята и девчата, которые дистанционно убивают просто кучу живой силы и техники врага,
такие, ну, если бы увидел в повседневной жизни, никогда бы не подумал. Такие очкарики, ботаники, какие-то студенты, какие-то невзрачные, может быть, да? Ну, настоящие герои, но никогда не скажешь, что вот эти мальчики и девочки убивают сотни, тысячи вообще российских танков и прочей техники, и тысячи, десятки тысяч живой силы. Ну, это фантастика. Кем они были вообще раньше? Вот сейчас они героические ребята под вашим командованием. Кем они были вот в мирной жизни до Большой войны? Ну, там, скажем, один парень у нас есть, я думаю, он в мировом чемпионате номер 1 по подбитию танков. У него 124 танка персонально подбитых. Он был аграрием, например. Получается, он из хорошей известной украинской семьи, там, родословной. Один уничтожил 124 За танка. 8 месяцев. Мы потом его сделали командиром. Если бы мы его не остановили, я думаю, он бы за 500 переводил сам, потому что он очень талантливый, очень такой. Кстати, когда-то я приехал на встречу с военными в Черноморку, и тут на Киквидзе, и мы там кушали что-то. И так получилось, что этот парень с женой сидел вот недалеко от нас, и он такой ангелочек, и жена у него такая, вот, и они там что-то кушают. Вот. Один из военных мне говорит, вот мы вот это вот там сейчас в грязи, там то, а вот эти вот уроды, вон, смотри, сидит там со своей подругой, там та-та-та-та-та-там. Я он так 124 поперхнулся. танка уничтожил. Да, я поперхнулся, я говорю этому парню, вот ну, я тебе раскрою тайну. Небольшую. У этого парня, да, бронированной техники на тот момент было больше 400, потому что только танков 124, у него уже еще БТР, А сейчас уже БМП. более 500, насколько я Вот. знаю. Не, да? он сейчас командует, он уже физически не стреляет. Вот. И он говорит, да не может быть, да ты знаешь, что такое уничтожить танк. Сидел, ну там спецназ такой, там, они там ротой там, в грязи загоняли танк, там 2 недели, потеряли 3 бойца, задвухсотилось как бы наших, к сожалению. И для них это было за гранью здравого смысла, как такой мальчик может уничтожить такое количество. То есть, ну, вот. И, соответственно, я ему показал результаты, видео, он говорит, я извиняюсь, это, ну, мы просто в других парадигмах находимся. А ребята, которые есть у нас, там массажист есть, аграрий, дальнобойщик-водитель, парень, у которого была своя сушия, там, получается. То есть это все люди, вот все из гражданской жизни. Мне запомнился еще парень. Я его спросил, а сколько вы уничтожили вот русских? Он говорит, я лично, говорит, 300 человек. После паузы, говорит, за месяц, за истекший месяц. Да. Причем, вы знаете, как интересно, Вторая мировая война, мы же ее знаем по фильмам, да, художественным, и по работам кинодокументалистов, фотодокументалистов, да, когда постановочные кадры часто, постановочные бои снимали. Сейчас война в прямом эфире. То есть вот приезжаешь, допустим, в ваше подразделение, смотришь вот экран, и вот идет вот линия фронта, да, и смотришь, вот едет нечто, и вот это уничтожается. Да. И вот разбегаются, значит, враги, и по ним работают дальше дроны, и никого нет. Вот минуту назад они жили, сейчас их уже нет. Да. У вас, когда вы это видите, у вас же все задокументировано, правильно? Да. Когда вы называете количество там техники, количество живой силы, у вас на все есть документы, видеодокументация, правильно? Смотрите, мы когда начали бомбить первых там 2 дня дистанционно, я понял, что это такая машинка по уничтожению, в которую никто не поверит. И у меня такой блокнотик даже есть. Я первые поражения просто брал себе, чтобы не забыть, и записывал там. Там-то, дата, время, то-то убито, получается, та-та, там. После этого взял наших айтишников, говорю, пацаны, заводим Excel-табличку замечательную. Каждый вылет, каждый дрон, где, в интересах кого, что уничтожил, как был потерян. И мы ведем это с первого дня, у нас все накопительно, а потом мы стали под каждое вот событие, если уничтожен танк, мы пишем в интересах такой-то бригады. Если там нажать, там видеокартинка, как это происходило, получается. Поэтому с первого дня у нас там и номера бортов, и дата, и сколько вылетов. И мы по каждому борту можем сказать, сколько он вылетел, сколько он техники уничтожил. Ну вот эти героические ребята, которые сидят за своими компьютерами с лицами ботаников, да,
они убивают огромное количество людей. Ну, убийцы, профессиональные убийцы врагов. Так? Ну, мы на людях не специализируемся, потому что мы больше все-таки по технике заточены, как подразделение, получаем. Тем не менее, сопутствующий товар. Ну, побочный продукт Да. у нас это. Вот вы стали циником за это время? Вот на ваших глазах убивается большое количество людей, ну, техника, понятно. В прямом эфире вы это видите, вы этим руководите. Вы наверняка были до большой войны каким-то романтичным человеком. Все-таки вы, так знаете, насколько я вас знаю. Вы стали циником или нет? Смотрите, к каким-то вопросам я стал жестче относиться. Во время войны четче, более черно-белая картинка стала. Для меня очень много. Есть люди, которые пришли вот сразу защищать страну, есть, которые не пришли, они для меня разделились. Это стало четче и жестче иногда в разговоре. Вот. То, что касается убийства, я всегда против убийства. Был, есть и буду. Я не думаю, что убийство мне не доставляет удовольствия. Это люди, которые пришли на нашу территорию. Это люди, которые принесли сюда боль, разрушение и смерти. И, скажем, они должны покинуть эту территорию. То есть, получается, вот ровно до границ 91 года, все, что будет происходить на украинской территории, я буду принимать участие и освобождать эту территорию. Пойду ли я дальше, если возникнут обстоятельства, я не знаю. Хочу ли я чужого, но это мы не отдадим. И тот, кто сюда пришел, я их не считаю людьми, потому что если ты берешь деньги для того, чтобы убивать других людей, ты уже не человек, получается. Соответственно, я их не воспринимаю как... И меня это не озлобляет с точки зрения вот, озлобления к людям. Потому что если просто обычный человек какой-то где-то там, он для меня не является целью, я удовольствие от этого убийства не буду получать. Я не случайно сказал мальчики и девочки. Вот роль женщин в современной войне на примере вашего подразделения какова? Женщины рабочие, то есть те, которые понимают, зачем они пришли, заточены, у них такое же обостренное чувство справедливости, и у нас служат. У меня первый зам мой — это девушка, которая тоже никогда не занималась войной, получается, и полностью с первых дней с ТРО пришла и сказала: я не могу сидеть дома, я хочу участвовать. Я говорю: смотри, здесь грязно, потно, и матерно не было, потому что все, я же говорю, в ТРО было все. Но вообще армия — это такое, скажем, нелегкое развлечение. Вот. Но я долго отшивался, что называется, там пару недель говорю: нет, я не это самое, нет, я просто буду приходить, помогать, даже не зачисляйте. Но я смотрю упорность и настойчивость, и все, и сейчас человек с нами служит уже 3 года, и все выполняют приказы, команды, и независимо от того, что человек девушка и интеллигентная совершенно, то... если у человека есть стержень, характер, то это не играет роли, мужчина или женщина. Вы создали уникальный дрон, которого больше всего боятся русские оккупанты. Одно название этого дрона просто сеет страх и панику. Я даже смотрю по постам русских военкоров, Z-военкоров, когда они пишут название, сейчас прилетело и пишут что. То есть я считаю, это самый крутой дрон вообще за всю войну. Русские так не смогли его создать. Я могу назвать его имя? Это их имя, это не наше. Мне это название не нравится, о котором вы сейчас говорите. Хорошо, я могу назвать? Да, конечно. Они назвали этот дрон «Баба-Яга». Потому что угрюмые, необразованные люди, которые мыслят сказками народов Чукотки, у них других названий не возникло. Я думаю, что если мы воевали на территории какой-то другой прогрессивной страны, это было бы не Баба-Яга, а что-то более космическое все-таки. И когда я первый раз об этом услышал, это был август-сентябрь, на направлении Лиманском, Баба-Яга, я думаю, как можно оскорбить такое красивое современное изделие Баба-Ягой? Но потом я понимаю, что у этих людей в голове Баба-Яга. И когда мы работали под Кременной, это тоже был тот период, это только начало было, дрон очень громкий, он летит громко, получается, когда сбросы, они не понимают это все.
по перехватам шло постоянно: дрон украл солдата, солдат пропал. И там такие легенды ходили. Я уже, вот, мы просто реально это, вот, мы просто себе не скринили это все, потому что заняты войной. Но когда они искренне поверили в 2020 году, что наш дрон полетает, забирает, я так понимаю, там какие-то сваливали СЗЧшники и все списывали на дрон Баба-Яга, который их куда-то унес, получается. Но это было реально вот так смешно тогда, но... Но я хочу похвастаться, я видел этот дрон в натуральную величину, но он эстетически красив даже. Конечно. Совершенен. Баба-Ягой можно назвать. Ну, Да, костюм эстетически поглаженный. красив. Скажите, почему они его так боятся? Ну, это действительно страшно, потому что если ты находишься в посадке, во-первых, когда мы первый раз начинали работать, запорожское направление, там направление Энергодара, мы летали через Днепр, получается, и когда он летит, это ощущение вертолетов. И сначала они писали всегда, это вертолетная атака началась со стороны Украины, получается, он действительно звучит так. И находясь где-то в лесу, когда над тобой зависает такая машина, и тихо, и он гремит, ну, это страшно. Сколько он несет взрывчатки? Достаточное количество, чтобы там произвести впечатление на любого недоверчивого человека. Но я видел много роликов, как он производит впечатление, разрушая такие укрепленные районы, что просто невероятно. Да, да. Разные модели под разные задачи. Вы его совершенствуете, эту Бабу-Ягу? Постоянно. А как вы его называете, этот дрон? Лазарь. У нас есть внутренние названия наши, там ЛС, там более... Название Баба-Яга, оно уже устоялось, его все называют, но я это вот как-то меня оно внутри коробит всегда. Когда первый раз услышал, вообще не воспринял, но когда оно прижилось уже, ну, думаю, окей, ну, прижилось и прижилось. Сегодня Украина, украинские вооруженные силы и новейшие разработки украинских вооруженных сил, они, в общем-то, как образец для всех армий мира, потому что сегодня именно здесь, на украинском фронте, можно опробовать новинки, можно понять, как развивается военное дело. Правда ли, что вы учите американцев тому, чему научились сами? Не только американцев, практически все, там, скажем, натовские много стран, скажем, ну, там не все, но все продвинутые, это точно, там первая десятка продвинутых стран приезжают, обучаются, мы объясняем, То есть вы что учите? мы делаем. Мы объясняем это, потому что, скажем так, движение должно быть двухсторонним. Они нас поддерживают и помогают вооружением, деньгами, машинами. То есть, получается, и мы не можем сказать, что, ребят, мы вас не будем учить, тільки для нас, тільки для себя в одну сторону. Нет, мы, безусловно, им объясняем, показываем, они тоже должны быть готовы, они тоже должны понимать, что у них может произойти, они тоже должны понять значение дрона и правильно развивать свои вооруженные силы, потому что они тоже, как многие профессиональные военные у нас, живут в капсуле своего образования и своей доктрины, которую их учили очень долго. Вот. И очень многие верят в танки до сих пор, как бы получается. Ну... В России в ослов верят уже, мы видим, и в коней. Не, ну это, да, это отсутствие танков, к счастью. Хотя танк — это очень неприятно. Что вы натворили? Это вы натворили. Теперь ослы и кони. Ну, мы поучаствовали в этом, как бы так. Но на самом деле, когда танк стоит на прямой позиции, там, и стреляет, условно, с 3-5 километров прямой наводкой по этому, это очень страшное оружие. Вот. Но время поменялось. И сейчас, к счастью, танк не актуальный. И в ближайшее время никогда уже не будет актуальным. Да? То есть это, ну, на мой взгляд, это субъективно. Я считаю, что танк — это уже пережиток. То есть как техника БМП там нет, БТР нет, как бы, а танк — да. Потому что танк уже все. Танк, функционал танка закончен. Это правда, что вы несколько раз в Соединенных Штатах Америки читали лекции для американских военных? Да, меня приглашали на конференции. Мы показывали, как мы работаем, объясняли, как это работает, как оно должно развиваться, но очень туго заходит, честно скажу. Да? Прям не заходит, наверное, потому что я потом встречал людей, которые еще раз повторно мы встречались, и я вижу... Ну, то есть ты объясняешь человеку очевидные вещи, но у него есть классика, вот как оно работает, и ты не можешь ему вот переубедить. Учебник военного дела. Это, знаете, вот я всегда сравниваю, как менялась война, например. То есть вот мы говорим с вами, был там человек с копьем. Он свято верил в копье и в лук. Потому что он через гаджикук, он лучше всех стреляет, получается. Появляется обычный чувак с ружьем.
не самый талантливый. И вот уже копье с луком не актуально становится. А потом появляется парень с пулеметом «Максим», например. И уже все ребята с ружьями тоже становятся неактуальными, получается. А потом появляется человек на танке, и пулемет «Максим» уже неактуальный становится. И тут появляется дрон, и танк становится неактуальным. То есть вот если так диалектику развития, просто адаптивность – это ключевой элемент современной войны. Насколько, скажем, люди, которые управляют войной, будут адаптивными. Если они адаптивные, то, в принципе, это все будет двигаться хорошо. Современная война очень адаптивная. Это можно сравнить с телефонами. Раньше у нас на работе был телефон и дома телефон. И У там, кого был. У кого был, да, например. То есть и все. И там можно поговорить вот в то время. Все остальное нет. Когда мы получили мобильные телефоны, мы в нон-стоп 24/7 находимся в каком-то коннекте, получается. Вот в этой войне очень важна адаптивность. Нету тех догм, правил, которые были. И нам, как гражданским, пришедшим вот туда, было намного легче, чем военным, адаптироваться. Потому что мы определяли задачу и решали ее. У нас не было стереотипов, не было правил поведения, нету какого-то регламента, то есть получается. И вот это дало вот именно вот этот результат. Ну и сейчас эту синергию надо усиливать. Можем ли мы сегодня говорить о дроновой революции? Ведь то, что происходит, это вообще революция на самом деле. Об этом уже надо забыть говорить. Это уже произошло. Это как говорить о 17-й революции там, в 2005 году, условно говоря. Это приблизительно эта серия. Это уже все, это поезд уже проехал. Это факт, который состоялся. Я был на конференции в Висбадене, там собирались натовские страны все, и тоже там каждое там, 5-е слово в тексте – это дрон, 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 получается. Но, к сожалению, они до конца не понимают вот именно элементы адаптивности. То есть они этого не понимают, они к нему подходят так же, как к танку. То есть докажите, расскажите, поставьте на озброение, разместим заказ, выделим деньги из бюджета, через год вы получите, а через год это тухлый продукт. То есть, получается, дрон – это совсем другой принцип войны. Он совсем отличается от того, что происходит в классической армии, получается. И люди, к сожалению, не могут себе это переломать в голове. Не хватает гибкости, правда? Адаптивность, гибкость, конечно. Какое будущее у дронов? Дрон шикарное. 100% будущее. То есть 100% будущее. Дроны, вся война на дронах. Получается, в будущем, скорее всего, и солдат заменят ребята, которые металлически будут ходить. И это причем будущее не в каких-то фильмах. Это будущее, я думаю, там за 10 лет мы это вполне увидим. Вот прям То есть реально. вместо солдат-пехотинцев будут ходить какие-то роботы, условно Конечно. говоря. Да. Я думаю, это максимум 10-летний горизонт. Максимум. То есть, а то, что касается дронов и войны, то есть, пилот на линии фронта, вообще контактный бой между людьми, даже сегодня, я считаю это атовизмом. То есть, это значит, есть моменты, которые не совсем мы правильно организовали. То есть, не должно быть контактного боя между нашей пехотой и их. То есть, войны будущего – это страшное дело, правда? Конечно, страшное вообще. Будущее вообще страшное. Потому что как страшно жить. Когда 70 тысяч пивишников вернется из армии и с обостренным чувством справедливости, и когда кто-то громко включит музыку и скажет, не могли бы вы сделать потише, я хочу спать, например, а ему оттуда скажут, а не пошли бы вы, то в этот момент с музыкой что-то может произойти. Дрон может прилететь в форточку. В форточку. Да. А так как дрон летит на 20 километров, то откуда он прилетел, вообще будет непонятно. Что с этим делать? Я не завидую тем, кто будет бороться с этим всем. Это, конечно, не для слабонервных. Мы говорим о войнах будущего. Но у нас есть эта война, война настоящего. Надолго она, на ваш взгляд? Навсегда. Оптимистично. Смотрите, у нашего общества любимая мечта. Давайте назовем на первом месте какая? Путин сдох. Это номер один. Если мы сделаем с вами соцопрос, там Путин сдох. Второе, американцы дали что-то, мы нажали на кнопки, и это что-то Россию снесло нахрен.
ну, вторая мечта, правильно? Да, поддерживаю обе. Да, я понимаю, как бы, да. Видите, я развеселился прямо. Да, получается, ну, наверное, третья мечта такая мега-гопая, подпишут соглашение, там нас защитят, будет куча бабла, мы будем строиться, веселиться и развлекаться. Ну, в принципе, три таких, наверное, основные мечты, которые я встречаю вот у людей, которые живут этим. Прямо обо мне рассказывали. Вот. И это очень сильно расслабляет, потому что каждое обещание окончания войны, оно, ну, демотивирует даже меня, который понимает, что она никогда не закончится, как бы оно меня демотивирует, потому что я, ну, любой боец в окопе скажет, зачем мне сейчас бороться за вот эту СПшку, да, спостережный пункт, условно говоря, если завтра закончится война, и все будут праздновать, а я буду лежать в гробу, условно говоря. То есть и это, ну, такой элемент вот расслабляющий. Лучше пусть она закончится, они не будут говорить, и она закончится. И тогда все вздохнут, и тот же боец будет жив, здоров и радоваться с семьей. Мы этого соседа никуда не денем. Сами мы от него уехать не можем. То есть мы будем соседями. Если мы сегодня не поймем, что мы, как Израиль, должны жить в окружении противника, и мы должны быть сильными и организованными, должны быть очень четкие правила. То есть, как призываются люди, как они увольняются, как проходит ротация. Мы должны понимать, что нет у нас два народа, один в ресторанах, второй в окопе. То есть, получается, это один народ, правила справедливые для всех. То есть, получается, ребята, которые по 3 года отслужили, их надо увольнять. Пусть они здесь находятся. Люди, которые еще не отслужили, идут туда служить. Войска технологичные должны быть. То есть, как бы вот дроновые, контактных боев не должно происходить. Получается. То есть, в принципе, вот к этому мы должны прийти, и все работать на победу. А у нас, получается, ну, как бы совсем две страны, и мне, когда здесь становится грустно от этих всех встреч в ресторанах и все остальное, я езжу туда просто пообщаться с народом, чтобы чуть-чуть опуститься на землю, потому что я сам теряю иногда ощущение реальности, да, ощущение боли тех людей, которые 3 года находятся там на месте. Я спросил, надолго ли эта война, я тогда перефразирую вопрос. Когда, на ваш взгляд, закончится горячая фаза войны? Это зависит от того, насколько мы нанесем им непоправимый сейчас ущерб. Надо сфокусироваться на переработке тех, кто приехал сюда за деньги, гастарбайтеров так называемых, там с той стороны. Их надо максимально быстро переработать, для того много, и для того, чтобы стало невыгодно сюда ехать, и цели не достигали. Тогда мы сможем вести переговоры, не находясь на коленях, а стоя. И вот эти переговоры, наверное, нас приведут к тому результату, где мы все-таки зафиксируем какие-то положения нашего взаимоотношения, но независимо от того, что мы зафиксируем, мы должны будем понимать, что, скорее всего, через 3, 4, 5 лет они попытаются добиться того результата, который они хотели все-таки, а результатом их является, на мой взгляд, не Донецкая, Луганская область, а именно политический режим в Киеве, получается. И для того, чтобы они этого не сделали, они должны понимать, что для них это будет очень больно. Соответственно, в перемирии, которое, возможно, подпишут, то как бы мы должны будем не расслабиться и начать там чем-то заниматься неправильным, а должны все-таки с учетом войны, которая была, перевооружиться, модернизировать свои сбройные силы и быть сильными, чтобы они понимали, что если они попытку совершат, то она еще дороже для них обойдется. Я хотел бы сейчас перейти к персоналиям и спросить вас о целом ряде людей. И начну с Владимира Зеленского. Владимир Зеленский, что вы о нем думаете? То, что касается конкретно нашей темы, он сделал огромный вклад. Как верховный главнокомандующий, он понял значение дронов, и в свое время он сделал армию дронов. Это был проект под его эгидой. Вы помните, много международных стран, много известных публичных людей, которые подключились к этому проекту, стали его финансировать. Это были деньги даже не госбюджета на тот момент, это было сделано на инициативе. Он тогда поручил этот проект Михаилу Федорову. Федоров и его команда — уникальные люди, которые сделали очень много для дронов. Вообще без них это, скорее всего, было бы невозможно. И Михаил Федоров. Михаил Федоров, да, вице-премьер. Они внесли изменения в законопроекты, которые позволили либерализовать завоз запчастей, комплектующих, списания. Они сделали законы, изменения в
Скажем, то, что касается взрывчатых, скажем, бомб, ну, для дронов, получается, где сделали этот рынок либеральным, и многие частные компании стали этим заниматься, и мы перестали перерабатывать вручную вот эти боеприпасы 1946 года, а стали использовать современные боеприпасы. И Зеленский в этом плане крутой, потому что если бы он этого не поддержал, то мы бы просто, ну, не было бы ни источника финансирования, ни логики завоза. Это все было бы аматорство, то, чем мы занимались, грубо говоря, по гаражам, когда мы начинали. После этого это стало финансироваться, после этого вышло на государственную программу, и после этого, когда он когда-то говорил, там, хочу 1 миллион дронов, все смеялись, что не 1 миллион, а сегодня там 3-5 никого не удивляет. То есть просто люди забыли немножко вообще, с чего это начиналось. То есть, а на самом деле, если бы он тогда не поддержал это, продолжал бы танки, самолеты, ну, ничего бы не было, все было бы грустно. Мне представляется очень важным тот факт, что в первые же дни войны он остался в Киеве, не убежал отсюда. Хотя, слушайте, когда тебе предлагают западные лидеры во главе с Байденом самолет или вертолет для эвакуации, соблазн велик. Яйца надо иметь. Яйца надо иметь, да. Я даже не представляю, что было бы со всеми нами, если бы он убежал тогда из Киева. Ну, мне сложно оценить поведенческие функции, потому что мы находились в ТРО. Получается, мы жили в своей капсуле, то есть и мысли категории Дарвинского района. То есть мне очень четко было понятно, что бы сделали ребята, которые пришли туда, ну, они бы просто умерли, и каждый хотел разменять, скажем, свою жизнь на жизнь 3 противников. Условно говоря, это была приблизительно мечта каждого. То есть мы понимали, что 1 к 3 мы готовы умереть, условно говоря. То есть вот это понимали люди, которые находились там тогда в ТРО, получается. Ну, сложно было предположить, правда, что Зеленский так себя проявит? Конечно, сложно. Конечно. Ну, он проявил себя вот как человек, который за это государство переживает и хотел его сохранить, получается, безусловно. Ну, я думаю, для него было много тогда в тот момент в голове мыслей, потому что ты не понимаешь этого всего, так же, как и мы не понимали, идя, грубо говоря, в ТРО, вот что дальше. То есть ты не можешь поступить иначе, потому что ты себя не будешь уважать, и люди вокруг тебя, которые тебя не будут уважать, это мы так думали, а для него это ответственность за всю страну. Конечно, и убежать и сидеть где-то в изгнании и рассказывать, почему обижаться на Россию, наверное, для него это было неприемлемо, как для человека. Он просто себя внутри не уважал бы. Получается, соответственно, оставшись, он сделал правильный выбор, и будем дальше бороться. Главнокомандующий Сырский. Самые теплые отношения к нему. То есть он профессиональный военный, закончил все военные институции, то есть сухопутчик профессиональный. Когда я с ним познакомился, это был сентябрь 22 года. Он был командующий Хортица. Я приехал с 3 экипажами дронов и начал работать. И, безусловно, есть система, и есть что-то инородное, которое пытается проникнуть в эту систему. И система начинает это выталкивать. А мы не понимали, как работает документооборот, как происходит взаимоотношения с батальоном, с бригадой, с ротой, каким документом регламентируется, как выбираются цели, как подаются отчеты. И я очень хорошо помню, я тогда еще был младшим лейтенантом, вот, а в командовании там все были самые маленькие, это полковники и генералы. Вот, и когда меня начинали так откровенно прессовать, засылая куда-то в непонятно куда, то есть я просто обращался к Александру Станиславовичу, и он просто разводил тучи руками, что называется. То есть он очень чувствует, где человек прав, где не прав, где есть польза, где нет пользы. Если он видит, что от тебя есть польза и конструктив, он тебе дает все возможности. Если он видит, что ты просто сказочник и там, прожигаешь время, он, безусловно, тебя отправит с левой ноги по прямой, то есть получается. Он жесткий, четкий. Вот. И в нашем случае он очень четко оценил значение дронов, и для нас открылись все возможности в Хортице, я помню. То есть как бы боеприпаса нету, приглашает, боеприпасы сколько попросят. Этих ТАБов нету, пожалуйста. Там ВРки нету, пожалуйста. То есть все вопросы, которые возникали с ним, полная поддержка была. Я могу сказать, что мы, наверное, без него, как подразделение, не выросли бы, не интегрировались бы в военную систему. Уже потом по нашим стопам пошли очень многие, понимая, как происходят взаимоотношения, уже штабы понимали. И когда приходили новые дрончики, они уже знали, вот лазери вот так работают, вот мы по такой же модели и вам сделаем документооборот, все остальное. То есть вот мы протаптывали, но первую модель, которую мы сложили, это с ним, конечно. Министр внутренних дел Клименко.
Очень хорошо, что так получилось, что Клименко во время войны оказался на этом посту, потому что он глубокий патриот этой страны, для него первичная страна. То есть, получается, потом все остальное. Он тоже заточенный на результат. Так как МВД курирует Нацгвардию, то, скажем, есть вопросы, которые надо решать быстро, оперативно и, понятно, там, Кабмин, там, война. Он это не переводит в режим формальности. Он это делает вот искренне, потому что он знает, что вот при этом будет достигнута вот такая-то задача. Поражена техника, уничтожен противник, послабнет то. То есть и он это делает, и когда возникает много регулятивных документов, то он смотрит, ты говоришь, например, ну, раньше было, чтобы списать дрон, это списывал ваш командующий наш, получается, обычный дрон, получается. Чтобы поднять дрон в воздух, надо получить кучу разрешений. Там, пилот должен пройти там 10 раз освидетельствование медсестры, потому что дроны были приравнены к авиации, получается. И мы первое время регламентировали всеми документами, получается. Пилот, работающий дистанционно, вообще никаких денег, там, надбавок не получал, то есть все. Вот именно Игорь Владимирович эти вопросы очень оперативно решает, он видит смысл вопроса, понимает конструктивно, а так как у него аппарат эффективный, настроенный, там нету, там, скажем, лишней демократии. Если он понимает, что это надо, он дает задачу, и люди вникают, делают, и это происходит быстро. Поэтому мы смогли очень быстро поставить на вооружение дроны, поэтому Нацгвардия шла впереди по дроновой программе именно из-за того, что могли поставить дроны на вооружение там, в течение там, 3-4 дней, например. Новый тип боеприпаса поставить на вооружение. Это вот благодаря вот этой вот слаженной команде, которая сверху там заточена на результат. Вот ключевым является. Командующий Национальной гвардией Украины Пивненко. Пивненко прошел все пути полностью. Он не паркетный генерал, который там где-то по знакомству оказался генералом, то есть он из спецназа, он физически спортивно развитый человек, который сам штурмовал, который ходил, который управлял бригадой. Мы с ним познакомились, когда это еще был Бахмут. Мы работали, он был комбригом, получается. Он тогда видел значение дронов, которые работают. У нас сложились просто ровные человеческие отношения, как командиров подразделений, которые решают военные задачи. И когда его назначили командующим, то вообще никаких не возникло, скажем, таких неорганических вещей, потому что ему не надо объяснять, как выглядит линия фронта и что там нужно. Он сам это прекрасно прошел и знает. Поэтому он переживает за каждого бойца, за каждую потерю. И если мы приходим с конструктивным вопросом, он тоже всегда нам помогает. То есть, ну, комфортно. Мне в Нацгвардии прям очень комфортно работать, потому что, скажем, такой, знаете, не огромные, как в Збройных силах, люди, там есть разного качества люди, а здесь именно компактная домашняя обстановка, могу назвать. Да, когда все друг друга знают, и репутационные вещи очень важны. Если у тебя есть репутация, тебе все помогают. Много вы видели в армии генералов, офицеров вот этой старой советской дуболомской школы, которые понимают, только равняясь смирно, и не понимают, что все идет совершенно в другом направлении, и меняется жизнь, меняется армия, меняются подходы. Вот эти старые, заскорузлые, 2 пальца шириной, вот эти советские военные дубы. Много вы их видели? Ну, они не советские, скажем так. И, скажем, могу сказать, что дубовость, она даже не всегда от возраста зависит на самом деле. Я когда-то думал, что можно, знаете, всех там 40 плюс уволить из армии, и у нас будет новая армия. Потом я стал встречать полковников 30-летних, 35-летних, которые не сильно отличаются от тех, кто был в советской армии, потому что это больше селекция образа мышления. То есть есть адаптивные люди, скажем, там, Сырскому не 20 лет, например, скажем, но когда мы пришли с дронами, и человек, имеющий клавиатуру, он понял, о чем, и он не просто отмахнулся и заслал нас куда-то в не пойми куда, он попытался интегрировать, сказать, да, это так работает, например, там, скажем, там, дропатый генерал, например, в Херсоне, то есть, как бы, мы пришли, объясняли, я помню, Михаил Васильевич тоже не сильно понимал, что такое дрон, как бы, да, но каждый день звонил, спрашивал, там, у вас все нормально? То есть,
то есть насколько вы интегрируетесь. То есть важна интеграция и результат получается. Поэтому вот я скажу, что есть генералы, которые понимают, и это вопрос не возраста, это вопрос адаптивности той же самой. Вот. А есть молодые люди, которые изначально, возможно, не нашли себя в гражданской жизни, то есть как бы они не смогли стать там бизнесменами, там еще кем-то, и пошли в армию и служат просто на, ну, скажем, заточены не на результат, а на процесс. То есть чем армия отличается от гражданской жизни? То есть вы в бизнесе, например, любой человек понимает, что за интервал времени вы должны заработать определенное количество денег. И вы более успешный бизнесмен, кто меньше заработал меньше, кто больше больше. То есть вот эффективность, показатель наш. А в армии такой эффективности нет. У тебя проходит определенное количество времени, условно 4 года, и получаешь следующее звание во временный этап, каждые 2 года, например. Ты получаешь звание, ну, есть посада новая, звание, и ты растешь. Никак не меряется твой результат твоей эффективности. Очень субъективно получается. Но чем ты выше поднимаешься, тем у тебя больше, там, грубо, возможностей. К тебе приходят, там, подпиши мне отпуск, там, разреши мне еще что-нибудь, и вот ты уже себя ощущаешь. И когда человек, условно, там, в 30 лет, 35, комбриг управляет составом 7 тысяч людей, для меня это страшно, потому что мы как-то в гражданской жизни, у меня в компании максимальное количество в частной было 4000 людей. И это такая машина, которая требует. Тебе надо заплатить зарплату, налоги, коммуникация с правоохранительными органами, коммуникация с банками, коммуникация продать, коммуникация купить. То есть очень много разноплановых вещей, которые тебе надо решать. И 4000. А когда человеку, который 35 лет без жизненного опыта, у него в подчинении 7000 людей, там такие же задачи. Это психология людей, это управление людьми, это снабжение их, это ведение боевых действий, потеря жизни, общение с родителями. Ну, это колоссальная нагрузка. Я не уверен, что всегда все вот прям готовы морально-психологически к такой нагрузке. Что мешает сегодня украинской армии? Мы должны стать более адаптивными, быстрее принимать решения. То есть очень много формализма. Если мы будем идти по этому пути, нам будет невозможно выиграть у россиян. Мы должны отличаться принципиально другой моделью вот, по скорости принятия решений. То есть внедрение. То есть иногда, когда возникает ощущение, что вот все, мы побеждаем, люди расслабляются и опять начинают включать, как я кажу, паперовую армию. То есть вот эта паперовая армия, она просто уничтожает, она просто не дает жить, когда бумажка перекладывается со стола на стол по 2 месяца, и то, что ты хотел, оно уже не актуальным становится. Ну, так выиграть нельзя. После завершения горячей фазы войны, каким вы видите будущее Украины? Будущее Украины... Украина должна понять, что надо готовиться к следующей фазе войны и, безусловно, провести реформы. Реформы в армии более-менее понятно, как они должны пройти. А в экономике надо серьезно сделать реформы, потому что тот тягарь госаппарата, который у нас сегодня существует, он, безусловно, как грязь на ногах, очень трудно идти. То есть мы должны сделать, мы с вами когда-то беседовали, транзакционный налог на выведенный капитал, упростить это все, сократить все эти проверяющие органы, которые сосут с бизнеса кровь. Они не нужны. Бизнес это несет золотые яйца. Поднять ответственность чиновников за выдачу каких-то неправомерных разрешений. Но мы с вами, как граждане Украины, нанимаем людей, со своих налогов их содержим. То есть они должны между нами с вами регулировать отношения. У нас зачастую всегда хотят, чтобы виноватый был бизнесмен. Нет, бизнесмен совершает те или иные противоправные действия, делает это под условно там, прикрытием каких-то правоохранительных или разрешительных органов. Вот если мы с них начнем спрашивать, то есть мы им платим деньги, давайте поднимем зарплаты, и будем говорить, что если застройщик строит на берегу Днепра где-то дом, виноват не застройщик, а те, кто видели, что он строит, должны были это остановить, не остановили, и вот пусть они за этот ответ все будут знать, что дальше не надо никому давать взяток, все равно как бы чиновника посадят. Интересна ли Украина Западу, на ваш взгляд, и что мы вообще можем им дать? Украина, смотрите, это очень уникальная страна. Она в Запад может принести очень много. Это показала сейчас наша эмиграция. Вы знаете, что открылось очень много ресторанов,
кафешек, парикмахерских, где открывают это украинцы. Я могу сказать, по Америке, там, где мои живут, там в том районе открылось очень много, они дали визу U4U, получается, и много украинцев поехало в Америку по этим визам, им дали разрешение работать. Там совершенно замечательная кухня, замечательный сервис, то есть креативно все. Раньше И такого туда не было. очереди стоят, получается. То есть то же самое берем Европу, там ту же Польшу. Какое количество ресторанов открылось. То есть у нас это все... Вот я когда нахожусь за границей, я вот реально хочу вернуться в Украину, потому что здесь такой сервис, здесь приятно. Здесь именно все это развивается, оно конкурирует, оно растет, как на дрожжах. То есть мы та нация, которая еще генетически растет, развивается, не потеряла интерес к жизни. Мы не испорчены лакшери-сервисом, хорошими дорогами. Мы хотим все это сделать. И вот этот драйв внутренний мы можем принести в Европу. Я думаю, что, грубо говоря, Украина, интегрируясь в Европу, даст Европе больше, чем, скажем, условно говоря, с каких-то там восточных регионов к ним приехали люди, которые не ассимилируются. Мы уже говорили о том, что у вас 5 детей, что ваша семья в Соединенных Штатах находится. А где сейчас Савик Шустер, многие спрашивают, и чем он занимается? Савик сейчас в Эмиратах. Савик, в Эмиратах, в Италии, он в зависимости по ситуации бывает. Он уже гражданин Италии и Канады, правильно? Да. Ему почему-то больше нравятся Эмираты по температуре, хотя всем там не нравится жара, ему как раз она нравится. Он, наверное, тяжелое афганское детство, как я называю, сказывается. Прививка молодости, да, осталась у него до сих пор. Вот. Савик с первых дней очень много занимался благотворительностью, волонтерки по знакомым друзьям, которые в Черниговской области, где была оккупация. Он прям передавал деньги и просил нас, мы там закупали все необходимое, там, гуманитарку, отправляли своими машинами военными туда и развозили по селам людям. У него там получилось так исторически, он знал там часть людей, которые туда уехали. Потом Савик занимается, когда есть какие-то конференции разные, он, если его приглашают, ездит туда и рассказывает про ситуацию в Украине, так как он хорошо говорит на английском, на итальянском, на французском, на немецком. То есть он это доносит до людей, которым пытается вот на каких-то таких мероприятиях. И последний раз, когда я его видел, он включался в итальянское радио и прям там ругался, кричал, я не знаю что. Я потом его спросил, он говорит, они не понимают, что происходит в Украине до сих пор. И вот каждый раз ему часто с итальянского радио звонят, и он пытается объяснить именно, почему Россия не права, и почему то, что делается право силы, это неправильно для современной цивилизации. То есть, в принципе, вот так. Я сейчас смотрю на вас, ловлю себя на мысли, что это потрясающая история. До большой войны преуспевающий бизнесмен, мультимиллионер, человек, который сделал себя, сделал свою жизнь, казалось бы, всего достиг, живи и радуйся. Приходит большая беда, большая война, и вот передо мной сидит человек, который возглавляет самое мощное подразделение в Украине, уничтоживший больше всех российской военной техники на $12,5 миллиардов. Человек, имя которого навевает вообще страх на противников, полковник, у которого огромное количество орденов и медалей, настоящий герой Украины. А вас даже, я знаю, молдавские музыканты песню написали замечательную. Вы ее слышали, эту песню? Конечно. Мне когда прислали братья-молдаване, когда я учился в техникуме, мы играли на свадьбах. Вот. Такое тяжелое детство мы подрабатывали тогда, и это был такой момент. И ребята сейчас живут в Баден-Бадене, Германия. Вот. Когда вышла статья на Форбсе, они прочитали, очень возгордились и решили сделать мне какой-то подарок. И вот прислали, я послушал песню. Весело. Фан. Где-то там на фронте, там на горизонте, в небе мчатся пташки, для друзей из Рашки, под брюхом подарунки, прочищай форсунки, конфеты из вольфрама, леденцы от Пашки. Страшно любят Пашу, девушки из Раши, превращает в кашу Паша Колю, Диму, Сашу. Слезы счастья у Кристины, у Алены, Марины, есть ключи у них от Лады, фантастической калины. Да, статья в Форбсе у вас была интересная, конечно, очень интересная. Я вам скажу, что, видите,
Они первые о вас написали, потому что из соображения безопасности ваше имя все-таки друзья старались не упоминать. Вот. Ну, теперь вы стали знаменитым, но дело даже не в этом. Дело в том, что вы просто человек, который олицетворяет собой украинское сопротивление. И мне кажется, что именно этим вы интереснее всего. И мне кажется, что когда закончится горячая фаза войны, можно будет по большому счету рассказать о том, чем вы занимались и что лично вы сделали для украинской победы. И вы знаете, в конце нашей программы я все-таки спрошу вас, а что для вас победа Украины и что для вас справедливый мир? Я лично себе ставлю за цель это возвращение к границам 91 года. То есть, я успокоюсь, когда мы восстановим то, что как бы сейчас нарушено, потому что для меня это нарушение здравого смысла. То есть я не думал, что в 21 веке можно решать вопрос армейским путем, да, допустим, получается. И для меня это нарушение шаблона. То есть получается, когда все-таки не политическим путем, не каким-то там, грубо говоря, медийным путем, а когда вот именно грубо, тупо уничтожаются, убиваются люди. Для меня война, окончание — это граница 91 года. Для меня война — это репарации, которые Украина должна получить, потому что нанесен колоссальный ущерб экономике, нанесен колоссальный ущерб экологии. Сегодня все радуются оптоволокну. Я хочу посмотреть, кто его будет собирать потом, получает. Ну так, в принципе. Я не говорю о семьях разрушенных, о зданиях, об эмиграции. Поэтому за это люди, которые это начали, они должны за это заплатить, безусловно. В принципе, для меня это вот два. Дальше мы все сделаем сами. Мы восстановим экономику, мы будем самые успешные и счастливые. У нас будут правильные налоговые реформы, и сюда будут хотеть ехать люди. Дальше это все уже само сделает разрушительную вещь с теми, кто нам причинил боль. Ну и в этом историческом месте, в котором мы сейчас с вами находимся, когда-нибудь откроют музей. Музей вин молдавских. Спасибо вам. Спасибо. За все.